Здравствуйте. Меня зовут Алексей Редозубов. Я рассказываю о необычных вещах. История, тайные истории, мозг, сознание, библейские тексты, древние тексты и как все это связано между собой. И сегодня настал момент поговорить о невероятно важной, невероятно сложной и удивительной истории. Сегодня мы начнем разгадку принца Гамлета. Есть шекспировское произведение, пьеса «Гамлет». Многие знают этот сюжет, потому как он входит в школьную программу. Хочешь, не хочешь, в школе нас заставляли его читать, учить. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. Что-то даже помним и знаем наизусть. Сложное произведение, огромное по объему, явно аллегорическое, но не было бы это произведение столь великим, если бы просто, как это мы делали в предыдущих видео, мы поговорили, нашли его аллегории, вытащили их и сказали: смотрите-ка, вот мы расшифровали Гамлета. Гамлет – произведение удивительное. Поймете Гамлета, поймете почти все. Поймете, что стоит за Гамлетом, все остальные вещи вам покажутся уже чем-то таким, гораздо более простым, понятным. Если разобрать все аллегории и смыслы Гамлета, практически вы уже будете так, не на начальных классах, а подойдете к высшему образованию. Дело в том, что рассказать о Гамлете, рассказать о том, что на самом деле стоит за этой пьесой, за этими образами, невозможно, не зацепив огромное число других историй и, кроме того, не разгадав саму загадку Шекспира. Ну, как вы думаете, есть загадка Гамлета, загадка пьесы, которую создал Шекспир, есть загадка Шекспира. И это две разные загадки. На самом деле, поняв одно, поймем и другое. А в чем загадка Шекспира? На самом деле это настолько известно, что, наверное, я сейчас покажусь капитаном очевидность. Шекспир пишет огромное число великих пьес. Великих настолько, что до сих пор ни одна из них не забыта. Все они постоянно ставятся, изучаются. Шекспир, по сути, формирует современный английский язык. Шекспир пишет стихи, он пишет сонеты. Огромное число сонетов, которые абсолютно непонятны. Непонятно даже при всем великом их звучании, собственно, о чем они, кто те персонажи, к кому он обращается. И пьесы, одна сложнее другой. Все великие и все странные. Стихи великие в этих пьесах и все странные. И это все пишет человек, о котором мы ничего не знаем. Потому что, кроме того, что был такой Вильям Шекспир, актер театра «Глобус», который потом обладал каким-то имуществом, землей, домом, написал странное завещание, а вот, собственно, дальше и все. До сих пор мы не знаем вообще, знал ли Шекспир грамоту, потому что ничего написанного рукой Шекспира до нас не дошло. Осталось 6 его подписей, 3 из которых в завещании, и все разные, и все написаны как будто бы человеком, который не особо-то когда-то вообще-то и брал перо в руки. Более того, Шекспир написал великие вещи, но в своем завещании не упомянул ни одной из них. Более того, Шекспир писал о королях, он писал Ромео и Джульетта, он писал об Италии, он упоминал там какие-то подробности, он писал венецианского Мавра, он упоминал детали, которые мог знать только человек, побывавший в этих местах. Но при этом сам Вильям Шекспир из Англии никогда не выезжал. И вот загадка Шекспира. Действительно ли тот самый Шекспир это написал? Или кто-то писал за него? Многие, кто изучает Шекспира, склоняются к тому, что, видимо, был какой-то автор, стоящий за Шекспиром, который по какой-то причине пожелал остаться неизвестным. И даже иногда называют Кристофером Марлоу.
великого английского драматурга, который ушел, еще не было, погиб не было 30, погиб при страннейших обстоятельствах, следствие вокруг этого, которое было проделано моментально, биография замечательная, биография шпиона. И когда уже с помощью компьютерного анализа были проанализированы тексты Шекспира, оказалось, что некоторые из них удивительным образом похожи на сохранившуюся пьесу Марло. И, может быть, он-то и есть по какой-то причине автор. Но дело в том, что пьес-то у Шекспира много, а похож Марло только на несколько из них. И даже если предположить о том, что он автор, то вот этот анализ говорит о том, что, может быть, автор не всех пьес. И тогда история становится еще более запутанная. Зачем-то понадобилось имитировать смерть Марло, зачем-то понадобилось, чтобы он писал дальше под псевдонимом Шекспир, но не он один, видимо, еще другие авторы, и что зачем-то все они должны остаться безымянными. Зачем-то должен остаться Шекспир. Страннейшая история. И завещание, в котором перечисляется, Шекспир перечисляет в завещании детально и подробно, как должны быть распределены его деньги, как, по какому графику они должны выплачиваться, в каком случае, кому и что. Перечисляется огромное число его друзей, их имен, фамилий, знакомых, перечисляется, причем для того, чтобы оставить им какие-то небольшие деньги, на которые они должны купить кольца. Десяток должны получить деньги для покупки колец. И удивительная фраза в этом завещании, которая ставит в тупик всех, кто его пытается анализировать, где он не упоминает явно свою супругу Энн Хэтэуэй, но ближе к концу завещания пишет о том, что вторая моя лучшая кровать вместе со всею прикроватной утварью должна достаться моей жене. Все бы хорошо, да, такое внимание к этой кровати. Только почему вторая моя лучшая кровать, если нигде в завещании не упомянута его первая лучшая кровать? Могила Шекспира. Надгробие на могиле Шекспира. К чему ни прикоснись, вся история Шекспира странна, невероятная. И вот Гамлет. И я утверждаю, что если мы поймем Гамлета, то мы поймем и загадку Шекспира. Давайте я освежу в памяти сюжет. Сюжет Гамлета. Начинается стража и разговор о предстоящей войне. Потому как молодой Фортинбрас, принц норвежский, собирается идти в войной. Все действие происходит в Эльсиноре. Это Дания, а рядом с Данией севернее Норвегия. Эльсинор – крайняя северная точка на проливе, который разделяет Данию и Норвегию. И вот упоминается о том, что была когда-то битва, в которой был Гамлет. Но не тот Гамлет, который сейчас принц, а его отец, Гамлет старший, король датский, Гамлет старший, сражался с Фортинбрасом. Фортинбрас – это король уже Норвегии. И они договорились, что в этом поединке кто победит, тот заберет земли остального. Победителю достается все. И побеждает Гамлет. И к нему отходят все земли. И вот сейчас готовится новая война, потому что Фортинбрас, но уже теперь Фортинбрас младший, это сын того короля Фортинбраса, теперь это принц. Не запутайтесь. Дания, Норвегия, принц норвежский. Хочет идти войной и хочет отвоевать обратно все земли. И стража в Эльсиноре. Поэтому усиленно, поэтому идут приготовления. И стража ведет разговор о том, что появляется призрак регулярно. Приходит призрак и исчезает при свете солнца, исчезает при пении петухов, хочет что-то сказать, но сказать не может. И тогда появляется Горацио, который идет, видит этого
призрака Горацио – это друг Гамлета, и он тогда приводит туда Гамлета. Гамлет – это теперь уже принц датский, это сын того короля Гамлета. И он видит призрака, и призрак единственно с ним начинает разговор. И в разговоре ему поведывает о том, что король, который сейчас, которого зовут Клавдий, и который брат Гамлета, короля Гамлета, в свое время убил подлым образом короля Гамлета, когда тот уснул в саду. Он налил ему в ухо яд, который сворачивает кровь. И вот он погиб. Но для него обиднее всего даже не то, что брат его убил, а то, что жена, любимая жена Гертруда. И время-то не прошло, позабыв о трауре, вышла замуж за брата, за Клавдия. И Гамлет, узнав об этом, берет клятву со всех, кто при этом видел призрака со стражи, с Горацио, о том, что никому ничего они не скажут, и говорит им, что теперь не удивляйтесь, потому как я должен буду казаться сумасшедшим. И вот сумасшествие Гамлета. И озабочена его сумасшествием его мать Гертруда, озабочен сумасшествием его дядя. И они призывают друзей Гамлета, Розенкранца и Гильденстерна, которые учились когда-то с ним вместе, для того, чтобы они развеселили Гамлета, разговорили, ну и, может быть, вывели его из этого состояния. И война, назревает война. Отправляются послы, но отправляются послы не к Фортинбрасу, а отправляются к его дяде, к старому норвежцу, брату того самого короля Фортинбраса. И старый норвежец принимает послов. И когда они возвращаются, послы, они везут радостную весть о том, что удалось, что старый норвежец переговорил с Фортинбрасом и напомнил ему условия заключенного договора о том, что в честной битве была победа и победителю отходит все. И Фортинбрас, принц Фортинбрас соглашается, но требует тогда прохода своих войск через территорию Дании для того, чтобы идти в Польшу. Потому как зачем-то теперь ему понадобилась Польша. Когда войска Фортинбраса будут проходить по территории, это уже будет позже, по территории Дании, там будет сцена, где будет спрашено у офицера, спрошено, зачем? И тот скажет, что никто не знает. Идем воевать за маленький клочок земли, в котором ценно-то одно название. Но сколько десятки тысяч погибнут только из-за этой прихоти. И вот Гамлет терзаем тем, что он узнал. И есть Полоний, а это ближайший придворный короля Клавдия. И он пытается как-то разговорить Гамлета. Получается очень странный разговор. И при этом у Полония есть дочь Офелия. Он знакомит Гамлета с Офелией, и Гамлет влюбляется в эту Офелию. А еще у него есть сын, сын Лаэрт, сын, который отправляется во Францию, который вообще-то из Франции приезжает и должен опять отправиться во Францию. Вместе с ним отправляется туда слуге даются подробные инструкции, как себя вести. И вот уже выстраивается такая придворная конфигурация. Полоний, дочь Офелия, Гамлет, влюбленный в эту Офелию, сын Лаэрт. Опять же напоминаю, король Клавдий и его супруга, мать Гамлета, Гертруда. И мать озабочена состоянием сына. И
одно из предположений его вот такого состояния Аполлония говорит, так может быть, это вот любовь к Офелии делает его таким сумасшедшим. И вообще предлагает выяснить причины, разговорить бы Гамлета. А кто, как говорит Полоний, лучше его не разговорит, чем если мать пойдет и с ним сама пообщается. И тогда Гертруда идет к Гамлету для того, чтобы разговорить, а Полоний говорит, а я подслушаю разговор, чтобы услышать вот эти причины и, соответственно, потом пересказать королю. И буду я стоять за шторой, и стоит он за гобеленом, и во время странного разговора, когда королева кричит, потому что она подозревает, что Гамлет хочет ее убить, Гамлет обнаруживает кого-то за шторой и протыкает эту штору и убивает Полония. Убивает Полония. И в театр, при этом приезжают артисты. Розенкранц, Гильденстерн. Они представляют Гамлету. По дороге мы встретили артистов, мы встретили театр и привезли. И Гамлету идея театра очень нравится, и он увлечен. Он хочет, чтобы эти артисты поставили пьесу и сыграли ее перед Клавдием. А в этой пьесе он подговаривает артистов, чтобы они изобразили всю ту самую сцену убийства, когда брат убивает брата и женится на его жене. И они изображают. Идет представление, и Клавдий возмущен. Клавдий возмущен вот этим, то, что он видит, он прерывает. И ему надо избавиться от Гамлета. Он понимает, что Гамлет – это какая-то мина замедленного действия, и он отправляет его в Англию. А вместе с ним на корабле плывут Розенкранц и Гильденстерн. И вот они отправляются на корабле, а Офелия сходит с ума, потому как смерть отца она не может пережить, и сумасшествие Офелии. И мало того, что сумасшествие, она потом еще и в этом сумасшествии топится. То ли специально, то ли случайно, но нету больше Офелии. Но возвращается Лаэрт, который услышал о смерти отца. Он узнал о том, что умерла Офелия, и о том, что причина этой смерти, он думает, что это Клавдий. И он набирает народ, идет к Клавдию для того, чтобы его убить. А Клавдий говорит, так это же не я. Это же Гамлет все виноват, это Гамлет ее окрутил какой-то любовью, это Гамлет убил отца. Из-за смерти отца она сошла с ума. Гамлет – причина всех бед. И Лаэрт говорит, тогда я должен убить Гамлета. И Клавдий говорит, а я тебе в этом помогу, но только уже сейчас все проще. Я отправил Гамлета в Англию, и друзья Гамлета везут письмо, в котором английскому королю предписывается как вассалу, что по прибытии Гамлета надо сразу обезглавить. Но в плавании Гамлет находит это письмо и подменяет его на другое письмо, запечатывая своей печатью, которая случайно оказывается у него, в котором говорится о том, что подателей сего письма надо повесить. А дальше нападает на Гамлета, на этот корабль, некий пират, очень настойчивый. И этот пират берет Гамлета в плен, а потом высаживает вместе с матросами на берегу. И с условием, что письма должен Гамлет, пирата этого, передать королю. Такая странная выходит история. И вот, высадившись там, встречает его Горацио. И вместе с Горацио они видят могильщиков, которые копают могилы. И они копают могилу, как оказывается, Офелии. И у них разговор с могильщиками. И знаменитая сцена, где могильщики находят череп, и этот череп оказывается Йорика. Могильщики говорят, мы знали его, это тот самый шут. Вина арианского вылил он мне на голову, говорит один из могильщиков. И Гамлет
держит этот череп Йорика и говорит знаменитые свои вот эти слова о том, что надо же, как и знал я этого Йорика, как часто он таскал меня на своей спине, 1000 раз он меня таскал, какой он был веселый, как от его шуток смеялся весь двор. Потом идут похороны, появляется Клавдий, появляется Лаэрт, стычка Гамлета с Лаэртом в могиле Офелии. И все это в итоге приводит к тому, что некий персонаж такой Осрик передает вызов Гамлету на дуэль, а уже готов коварный план. У Лаэрта есть яд, который действует наверняка. И он хочет, намазав шпагу этим ядом, убить Гамлета. Но происходит дуэль, и в этой схватке погибает и Гамлет, поскольку, да, он задет отравленной шпагой, но погибает и Лаэрт. Гертруда выпивает из отравленного кубка, который приготовлен для того, чтобы его выпил вообще-то Гамлет. И погибает Гертруда. И все это происходит, Лаэрт рассказывает Гамлету о замысле, и тот, Гамлет, перед смертью успевает убить Клавдия, короля. Погибают все. И тогда в этот момент появляется вернувшийся из Польши Фортинбрас, и вместе с ним английские послы, которые говорят о том, что да, повешены Розенкранц и Гильденстерн, как было приказано. А Фортинбрас, молодой принц Фортинбрас, остается главный. И все погибли. Вот такая вот история. Не уверен, что вы все хорошо запомнили, но наверняка же многие читали, опять же в школе учили, а многие смотрели, наверное, какую-то из экранизаций. Но приблизительно сюжет понятен. Был сначала один Фортинбрас, а потом в конце остался другой, сын Фортинбрас. Был один Гамлет, а потом был сын Гамлет, который в итоге был убит перед тем, как появился молодой Фортинбрас. Был брат, который убивает брата, была жена, которая стала женой брата, и была странная история внутри с сумасшествием Офелии, с Полонием, с неким Лаэртом, который почему-то должен был сразиться с Гамлетом. Ну и куча второстепенных персонажей, роль которых не очень понятна, потому как классическое построение сюжета, оно предписывает, что не плодить сущности сверх необходимого, каждый персонаж, коли он появляется, должен нести какую-то роль, ну и, наверное, появившись в одном месте, дальше появиться в другом, для того, чтобы какой-то свой сюжет передать серии вот этих появлений. Гамлет отвергает все эти принципы. Многие персонажи появляются эпизодически, один раз и больше нигде не звучат. Будь то могильщики, будь то Йорик, который упоминается, будь то старый норвежец, послы, которые отправляются к этому старому норвежцу. Многие персонажи стремительно вспыхивают, появляются и дальше никаких последствий не несут. Но это оправдано только в том случае, если за всей этой историей стоит определенная аллегория, в которой именно эти персонажи начинают свой смысл приобретать в том аллегорическом прочтении. Поэтому нам надо как-то подступиться к разгадке Гамлета. И давайте, поскольку эта история, она все-таки многообразна, она не сводится к анализу только текста пьесы, давайте мы обратимся сначала к такой вещи. Есть фильм, который, наверное, многие смотрели. Фильм очень популярный. Называется «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». А до фильма была пьеса. И вот по этой пьесе снят фильм. И фильм удивительный. Мы, конечно, могли бы обойтись и без него. Но, во-первых, сам факт такого фильма, который странен, и странен не менее, чем сама пьеса, говорит о том, что, скорее всего, он тоже является частью этой головоломки, частью этого пазла. А значит, и мимо него мы пройти не должны.
А во-вторых, в этом фильме сформулированы некие вещи, которые нам помогут, разгадывая всю эту головоломку. Смотрите. Значит, что за фильм? Он построен как взгляд на историю Гамлета со стороны вот этих двух персонажей. То есть, если сам Гамлет, множество персонажей, множество диалогов и так далее, то здесь два главных героя, и все, что происходит, происходит с точки зрения вот этих двух персонажей. И начинается это все с того, что они призваны и едут в Эльсинор. И по дороге один из них начинает подбрасывать монету. Золотая монета, честная монета. У нее две стороны, орел, решка. Он подбрасывает, выпадает решка. Он подбрасывает опять, выпадает решка. И вот они едут и подбрасывают эту монету. Они подбрасывают ее, пока едут, они подбрасывают ее, останавливаясь, они подбрасывают ее на привалах. Они подбрасывают монету 157 раз. И 157 раз выпадает решка. И вопрос. И они рассуждают, может ли это быть просто совпадением? В конце концов, случай никто не отменял, и почему бы 157 раз не выпала решка? Или все-таки за этим что-то есть, на что надо обратить внимание? Собственно, это первая и, наверное, главная подсказка во всей этой истории. Если 157 раз подряд выпадает решка, это что-то доказывает или нет? Не торопитесь с ответом. Удивительное дело. Если 157 раз подряд выпадает решка, это ничего не доказывает. Потому что если мы подбрасывали монету 300 раз, и у нас 157 раз выпала решка, а 143 раза выпал орел, то мы говорим о том, что отлично, так приблизительно и должно быть. Но мы должны сказать о том, что так точно не бывает, если ни разу орла не выпало. Если 157 раз подряд выпала только решка. И это принципиальная разница. Когда мы имеем дело с богатым аллегорическим произведением, где будет 300 каких-то деталей, то если все 300 деталей укладываются в то предположение, что мы сделали, без исключения его описывают, тогда мы говорим, что, скорее всего, мы нашли нужную аллегорию. Если же мы подобрали какое-то объяснение, которое дает 150 совпадений, но 150 остаются за бортом, мы их просто проигнорировали. Мы даже близко не подступились к разгадке. Потому что в любом богатом произведении, выдернув из него только часть фактов, можно оправдать все, что угодно. И главный критерий проверки, и главное, когда мы попытаемся дать разгадку Гамлета, это помнить о том, что это должна быть не частичная разгадка, которая дает объяснение части персонажей, части их поступков, части сцен, а это должно быть полное, тотальное объяснение. Должно быть объяснение, в котором не останется никаких деталей, которые бы выпали, и про которые бы мы сказали, что смотрите, эти детали, они лишние, ненужные, мы их оставим для других каких-то объяснений. Это тот первый урок, который нам дает этот фильм. Затем эти два персонажа, не так-то просто все время выговаривать Розенкранц и Гильденстерн, эти два персонажа прибывают в Эльсинор, по дороге они встречают театр. И в Эльсиноре идут странные сцены. Например, один из них пытается жонглировать предметами. Он пытается жонглировать предметами, разными предметами. Он нашел какой-то набор, пытается их подбрасывать, они у него вываливаются, у него не получается. Предположу, что речь идет о том, что когда ты пытаешься выстроить аллегорию, ты должен играть, жонглировать однородными сущностями. Что если ты попытаешься собрать вот те элементы и дать им неправильные интерпретации, они у тебя не склеятся. Они у тебя не взлетят
и не дадут с собой жонглировать. Только если ты подберешь правильные аллегории, у тебя сложится пасьянс, и ты сможешь тогда ими естественно жонглировать. А как подобрать правильные аллегории? И сразу после этого идет очень странная сцена, когда они, эти два персонажа, играют в некую игру, играют в слова. Зачем? И правила этой игры описываются нам по ходу дела. И в итоге оказывается, что у всей этой игры в слова Что происходит? есть 5 правил. Что же получается в итоге? Ты обращался ко мне? Первое правило. Здесь есть кто-нибудь еще? Недопустим прямой ответ. Зачем спрашивать? Ты серьезно? Это был риторический вопрос. Нет. Перенося это на текст, который мы хотим понять, никогда ответ не будет сказан прямым текстом. Любой вопрос, который ты обращаешь к этому тексту, не ищи как прямой ответ в этом тексте. Любой ответ будет аллегорией. Второе. Запрещено повторение. Что такое применительно к тексту? И если какой-то сюжет происходит 2 раза и удивительно похож в одном и во втором случае, это 2 разных сюжета. Повтор запрещен. Третье. Нельзя использовать синонимы. Это значит, что если ты вводишь какой-то термин, какой-то образ, какую-то аллегорию, она всегда будет называться по ходу дела именно так. Использование какого-то похожего персонажа или похожего названия говорит о том, что это уже другое явление. Синонимы запрещены. Четвертое. Риторика запрещена. Иначе говоря, риторика – это простое, очевидное утверждение, которым все и так ясно. Риторика запрещена – это значит, что в тексте Гамлета нету пустого текста. Нету текста, который использован просто так, использован для того, чтобы заполнить место или связать какое-то действие. Любой текст принципиально важен и что-то несет. Ну и 5 правило – запрещено кощунство. Там это сказано было на вопрос, а есть ли Бог? Нет, кощунство запрещено. Мы предполагаем, что Бог есть, а Бог – это смысл, а значит, смысл есть во всем, что происходит в этом произведении. И кощунство, утверждение о том, что смысла нет, запрещено. Кощунство – это утверждение, что Бога нет, или неуважительное к нему отношение. И есть смысл во всем в этом произведении. И если вы попытаетесь сказать, что Гамлет просто так написан, это значит, вы нарушаете 5-й пункт о кощунстве. И вот мы собрали, наверное, уже такой необходимый пасьянс. Мы приблизительно вспомнили Гамлета. Мы сформулировали 5 правил, которые должны нам помочь. Мы вспомнили о Шекспире и его загадке. И вот теперь с этим багажом нам, наверное, уже можно и приступить к разгадке Гамлета. Но давайте сделаем это в следующей части. Продолжаем разговор о Гамлете. У нас есть инструменты. Теперь надо немножко истории. Шекспир написал Гамлет в 1600-1601 году. Но удивительно то, что сам сюжет существовал задолго до того, как его написал Шекспир. Мало того, что уже тогда, в шекспировские времена, игралось множество пьес, ну, по крайней мере, мы об этом можем сейчас судить, исходя из сохранившихся каких-то источников. Так вот, что игралось множество пьес с подобным сюжетом. Но, значит, до нас дошла написанная Саксоном грамматиком приблизительно в районе 1200 года история датчан. И там описывается история принца Амлета. Не Гамлета, но Амлета. И эта история заслуживает того, чтобы мы ее сейчас проговорили.
живет такой датский дворянин Гарвиндил. И этот дворянин славен, силен, и его на бой вызывает завидовавший ему норвежский дворянин Коллер. И у них битва и договоренность, что тот, кто победит, забирает себе имущество побежденного. И Гарвиндил побеждает. И на него обращает внимание датский король Рерик. Йорик, да? И этот Рерик выдает за него замуж свою дочь Гертруда, да? Выдает свою дочь замуж. И от этого брака рождается принц, ну, тогда еще не принц, а просто Амлет. И у Гарвиндила есть соправитель, брат. И вот этот брат, его зовут Фингон, завидует Гарвиндилу и более того подозревает того, что он хочет у него отобрать власть. И поэтому он своего брата убивает. И как формальный повод для этого он использует то, что, дескать, Гарвиндил оскорбил Геруту, и он должен за нее заступиться, и он убивает брата, а Геруту берет себе в жены. И Амлет, который еще мал годами, от этого всего сходит с ума. Сходит с ума, ведет себя, мажется грязью, ведет себя, строгает какие-то колышки, короче, ведет себя совершенно непотребно. Но есть подозрение, что, возможно, он все-таки притворяется, и поэтому Фингон постоянно подсылает к нему проверяющих, чтобы он посылает придворных, чтобы все-таки посмотрели, а действительно ли он сумасшедший, его не надо бояться, или надо все-таки как-то вопрос решать. В какой-то момент к нему, когда он подрос, присылают красавицу, которая должна его разговорить. Но красавица, оказывается, влюблена в этого Амлета, и до придворной тоже его предупреждают, и он проходит эту проверку. Тогда Фингон делает так, он изображает, что он уехал, и подсылает к нему мать, которая уж точно должна его разговорить, а советник Фингона прячется для того, чтобы подслушать этот разговор. И Гамлет, тем не менее, ведет себя как полностью сумасшедший, обнаруживает спрятавшегося кого-то под одеялом и протыкает его, убивает этого советника. В итоге Амлета отправляют в Англию вместе с двумя придворными. И при этом они везут письмо, в соответствии с которым Амлета должны в Англии сразу убить. Но он подделывает это письмо, переделывает, в итоге убивают этих придворных. А он пишет о том, чтобы просьбу просьбу Фингона, чтобы ему отдали принцессу, там, дочь английского короля. И действительно, он женится на английской принцессе. И спустя год после этого возвращается обратно, возвращается в Данию. А там идет какая-то тризна по поводу его смерти. И он, появившись на этой тризне, напаивает всех. И когда все мертвецки пьяны, накрывает их ковром, прибивает колышками, которые когда-то делал, строгал этот ковер, чтобы никто не выбрался, и поджигает всех, в том числе и Фингона. Месть совершена, и, как пишет грамматик, что оказался Гамлет не сумасшедшим и не дураком, а умнее прочих других и достоин восхищений, потому как его мнимое сумасшествие – это был только способ сохраниться для того, чтобы дождаться момента для мести. А если бы он не притворился сумасшедшим, то был бы он убит. Правда, история имеет продолжение. Сначала Амлет счастливо живет с английской принцессой, когда-то умирает, берет себе новую жену, та оказывается ему неверна. К этому моменту и Рерик умирает, на его смену приходит новый король Виглет.
Виглет опасается Амлета того, что он достаточно крут. Война, и в итоге он убивает Амлета. Обратите внимание, насколько сюжет близок, но при этом отличается в каких-то деталях. И отличается достаточно сильно. Но при этом, если мы все-таки предположим, что и там, в Гамлете, и здесь две аллегорические истории, которые рассказывают приблизительно об одном и том же, то мы тогда должны, как помните в свое время в греческих мифах, когда одни и те же греческие мифы излагались разными авторами по-разному, но эта разница не была изменением всего сюжета и изменением идеи, а наоборот подсказкой, когда сама идея сохранялась, и понимая это и видя два измененных сюжета, ты проще мог найти аллегорическое значение, потому что оно должно было подходить сразу под оба этих измененных сюжета. Вот и у нас история Амлета может послужить подсказкой. Ну, конечно, персонажей много, и понятно, что разбираться полностью – это, по сути, разобраться в истории Гамлета, но уже какие-то вещи начинают лежать на поверхности. Во-первых, мы понимаем причину сумасшествия. То, что в Гамлете шекспировском было не столь ярко выражено, сумасшествие Гамлета воспринималось там как некая такая игра, которая, в принципе, ни к чему не обязывает. То есть здесь это сумасшествие уже возведено в роль ключевого элемента. Не было бы сумасшествия, не было бы возможности сохраниться. Ты должен сойти с ума для того, чтобы спастись. И как же здесь, уже теперь не вспомнить, много раз нами повторенную ключевую идею библейских текстов. Ну, а под библейскими текстами я буду называть это и Ветхий Завет, и Новый Завет, и греческие мифы, которые религиозные тексты. Вот, условно говоря, вот эти все религиозные истории, библейские тексты, это аллегорические истории. И эти аллегорические истории несут в себе рассказ о философии смысла. Но этот рассказ не дошел бы до нас и был бы уничтожен, если бы это были не аллегории, если бы это было прямое повествование. Поэтому, чтобы сохраниться, этим текстом надо сойти с ума. Эти тексты должны стать сумасшедшими, они должны стать абсолютно непонятными и, главное, абсолютно безопасными. По крайней мере, так будут их воспринимать те, от кого зависит, жить этим текстом или не жить. И мы уже начинаем теперь в истории Амлета видеть некое подозрение, что не рассказывает ли нам эта история историю вот этих библейских текстов. Историю свитка, а я еще напомню по формулировкам, что есть свиток Пятикнижия, первые 5 книг Ветхого Завета, который еще известен как Тора, свиток по-русски, правильное ударение, свиток Торы. На иврите Тора – это закон. И вот этот свиток, который несет в себе главную часть, наверное, того, что Ветхого Завета, он же сравнивается иногда с ковчегом, ну, собственно, это и есть его аллегория, который должен пронести по водам потопа эти тексты и сохранить их. И вот, соответственно, история Амлета, история вот этого мнимого сумасшествия, которое необходимо для того, чтобы спастись. В первом приближении очень красиво звучит. Но, кстати, можно еще вспомнить похожие истории. Если копнуть совсем глубоко, то центральный миф египетский рассказывает нам о судьбе Осириса. А у Осириса брат Гор. Да, и есть Исида, это их сестра, и она же становится женой Осириса. И у них рождается Гор, сын. И брат Сет убивает Осириса. Там потом много приключений, но вот в итоге Осирис, видя призрака, приходит к Гору и говорит: «Отомсти за меня».
И тогда Гор, соответственно, сражается с Сетом и в итоге воскрешает Осириса, но тот воскрешаться особо не хочет, а говорит: останусь я владыкой царства мертвых. Вот чем-то эта история очень похожа. А если еще вспомнить такие детальки, что когда у грамматика Амлет убивает придворного, он зачем-то этого придворного разрезает на множество мелких частей, кои потом выбрасывает в реку. Удивительное дело. Но ровно то же самое происходит с Осирисом, которого в какой-то момент Гор разрезает на множество частей и выбрасывает в реку. Можно посчитать это случайными совпадениями. Но давайте попробуем все-таки и это держать в памяти. Может быть, это нам пригодится и что-то потом и подскажет. Но давайте будем считать, что на истории Амлета мы закончили дозволенные речи и продолжим наше расследование в следующей части. Продолжаем разгадку Гамлета. Множество персонажей, взаимодействие между ними, и мы хотим найти объяснение, которое даст нам аллегорию каждого из персонажей и пояснит происходящие между ними разговоры, диалоги, события, убийства, ну и вообще даст представление, что же в целом происходит. Для того, чтобы не запутаться, давайте так, я сделал вот такую карту. На ней все персонажи, которые есть у Шекспира в пьесе. За малым исключением, то есть совсем уж второстепенных персонажей, о которых можем потом отдельно поговорить. Вот это вот те персонажи, которые переименованы в самой пьесе. Если вы помните рассказ сюжета, то, наверное, все вам будут знакомы. Ну, а для того, чтобы мало ли вспомнить, я подписал основные характеристики этих персонажей. Кто есть кто. Вот он, Фортинбрас, который король норвежский. Вот он, принц норвежский, Фортинбрас. Вот он, Гамлет, который король Дании. Вот он, Гамлет, который его сын. Вот Гертруда, которая была жена Гамлета, а стала женой Клавдия, брата Гамлета. Есть Озрик – это придворный Клавдия, который организует поединок между Гамлетом и Лаэртом. Я изобразил стрелочки, которые вот эти связи отчасти показывают, чтобы, может быть, проще ориентироваться. У Клавдия есть главный придворный – это Полоний. У него, соответственно, дочь Офелия, в которую влюблен Гамлет, и сын Лаэрт, который и будет потом мстить за отца и сестру, и который вызовет Гамлета на поединок. Есть слуга Рейнальда. Этот слуга должен отправляться во Францию для того, чтобы там следить за поведением Лаэрта. Есть пираты и матросы. Это те, которые, когда Гамлет поплывет в Англию, перехватят его и вернут обратно в Данию и передадут письма. Есть актеры странствующего театра, который когда-то был в городе, потом был вытеснен другим театром малышей. И, соответственно, вот они приехали в Эльсинор и там давали представление. Есть старый норвежец, брат Фортинбраса, который предотвращает войну, напоминая об условиях договора. Есть послы, Вальтимант и Корнелий, которые отправляются туда и которым дается полномочия не более чем написано. Да? И затем есть английские послы, которые приезжают вместе с Фортинбрасом, когда уже все закончено. Ну и последние персонажи – это те самые Розенкранц и Гильденстерн, которых мы уже вспоминали, которые нам дали подсказки из пьесы и соответствующего фильма, которые друзья детства Гамлета. Вот мы этот пасьянс и разложили. В скобочках у каждого я написал расшифровку имени, потому что мы знаем главное правило всех таких историй. Все имена обязаны быть говорящими. Не должно быть ни одного имени, которое просто так.
Каждое имя – это уже часть загадки, каждое имя – это половина решения. Это подсказка, которая говорит о том, что это за персонаж и описывает его функцию. Вот в скобочках значение имен. Теперь наша задача – подписать аллегории каждого из этих персонажей. И если нам удастся непротиворечиво, с учетом самой пьесы и с учетом того, что там сказано, заполнить все вот эти позиции, то возможно, что мы будем претендовать на разгадку именно по принципу 157 раз подброшенная решка. Давайте так, от чего мы можем оттолкнуться? У нас есть подсказка, которую мы получили в Амлете, что, возможно, все-таки сам Гамлет – это и есть тот центральный персонаж, который объединяет всю остальную историю. Это и есть та аллегорическая история, которая должна сохраниться, аллегорический текст, который несет в себе рассказ о философии смысла. Я сейчас не буду растекаться по поводу философии смысла, это уже много в других видео было, да и отдельно специально я сделаю. Вот некие тайные знания, которые надо передать через века, и передать явным образом не получается, потому как всегда найдется тот, кто захочет это уничтожить. И вот обернутые, завернутые в аллегорическую форму, эти знания зашифровываются в свиток. Этот свиток мы знаем, как сейчас свиток Торы, и вот он и есть Гамлет. Вот попробуем это подписать. Само имя Гамлет, которое происходит от того же самого Амлета, несет значение «мнимый сумасшедший». Это идеально вписывается и в историю самого Амлета, того Амлета, на те акценты, которые там были сделаны, и, соответственно, и на сам свиток, который кажется совершенно сумасшедшим, если не понимать, о чем там написано. Сколько раз я говорил, начните читать Библию для того, чтобы понять, что это полное сумасшествие. Теперь нам надо сделать следующее предположение. Смотрите-ка, не случайно выбраны одинаковые имена. Гамлет – отец, Гамлет – сын, Гамлет – король, Гамлет – принц. Кто может быть Гамлет старший? Не так очевидно, не такой простой вопрос. Что мы про него знаем? Что он в свое время победил Фортинбраса. Причем победил в честном поединке, где условием было победитель забирает все. И как сказано еще в самой пьесе, что был он тогда, когда приходит призрак, в тех же доспехах. И вот сражение, он в тех же доспехах. И Фортинбрас. И Фортинбрас старший, у которого есть теперь сын Фортинбрас младший, который придет, когда все будет закончено. Когда вся история будет завершена и все будут мертвы, должен прийти опять Фортинбрас. В предположении о том, что мы имеем дело с историей вот этой аллегорической книги, да, аллегорического свитка, что может быть Фортинбрасом, отцом и последующим возвращением Фортинбраса? Давайте сделаем предположение. Ведь до того, как знания получают свою аллегорическую форму, они формулируются явно. То есть, когда наука развивается настолько, что становится понятно, что такое смысл, как этот смысл связан с речью, с языком, с письменностью, как этот смысл реализуется мозгом, как формируется человеческий мозг, как он формирует представление о смысле, как смысл связан с определениями. Вот эта вся вещь. Она сначала формулируется явно в виде философских воззрений. Но это сложные воззрения, это воззрения, которые не выживут, поэтому потом они шифруются аллегорически. И тогда
мы можем сделать предположение, что, возможно, Фортинбрас, а Фортинбрас – это сила в руках. То есть, когда у тебя сила не где-то спрятана, это не когда у тебя фига в кармане, это не тогда, когда это скрыто и аллегорически, а когда у тебя прямо в руках все то, что составляет предмет твоей силы. То есть Фортинбрас, возможно, это явная формулировка, явное изложение философии смысла. Ну и в случае, когда мы говорим, что Гамлет – это у нас, скорее всего, та самая Тара, которая написана на иврите, и которая появляется приблизительно 2, 3, 4, говорят, век до нашей эры. А как только мы это говорим, мы сразу приходим к великим временам эллинизма, когда греческая культура завоевывает мир. Александр Македонский, да, конец IV века завоевывает мир, и Греция просто это великая держава. А еще до этого уже за несколько столетий греческая философия рождает величайших философов: Сократ, Платон, Аристотель, рождает представления и вот эти главные вопросы о том, сколько досок можно поменять в корабле Тесея и так далее. То есть весь комплекс вопросов о смысле уже готов и уже философами рассмотрен. И можно тогда предположить, что Фортинбрас старший – это явное изложение философии смысла, причем сделанное в греческой философии. Попробуем подписать. Тогда кто может быть отцом Гамлета, принца? И что может быть за сражение между Гамлетом, королем, и Фортинбрасом, королем? Тогда с неизбежностью вытекает, что если у нас было явное изложение некой философии, а потом появляется ее аллегорическое изложение. И в случае греческой философии речь идет о греческих мифах, о греческой мифологии. И вот если есть явное изложение, если есть аллегорическое изложение, а потом явное исчезает, потому что до нас оно не дошло, то это и есть тот самый поединок между явным изложением и аллегорическим. Борьба за выживание. Кто из этих двух изложений выживет? Ведь никто специально, когда были сформулированы великими философами какие-то вещи, и наверняка были записаны, никто специально их не уничтожил. Точнее как, их, конечно же, наверняка записывали. Но только они до нас не дошли. А дошло только аллегорическое изложение, которое в мифах. То есть вот этот поединок между ними, это был поединок не драка о том, да, как правильно это написать, а это время рассудило, когда то, что было изложено явно, показалось кому-то сложным, противоречивым, более того, противоестественным. Кто-то посчитал, что он умнее, что все гораздо проще, и что его теория... И просто были уничтожены конкурирующие точки зрения, как иногда и опасные. Потому что философия смысла всегда утверждает о том, что истина рождается в споре, в конкуренции, и без этого ничего не бывает. А эта точка зрения для любой империи, а ведь на смену грекам потом пришла Римская империя, это всегда крамола, это всегда те самые вещи, которые выжигаются в первую очередь. А вот греческие мифы, они красивые, они милые, они сохранились. Предполагаем, что Гамлет-старший – это аллегорическая форма записи, сделанная в виде, вот в данном случае, греческих мифов. То есть греческая философия проиграла греческой мифологии и не смогла сохраниться, а греческая мифология сохранилась. И греческая мифология родила аллегорическое свое продолжение, аллегорическую запись, которая уже стала в этом тексте на иврите. Текст, то, что мы называем текст Ветхого Завета. Смотрите-ка, хоть и не сильно, но мы уже начали пассианс заполнять. Идем дальше. Тогда кто у нас будет Гертруда?
само имя переводится как сила копья или копье силы. Копье. Копье. Копье, кстати, копье – это замечательная аллегория, потому что в греческих свитках, что в свитке, в том, которым оформлена Тора, всегда были валики. И я уже рассказывал, когда я рассказывал о греческих мифах, о том, что и там были вот эти братья Диоскуры, которые символизировали две половины свитка, и были они одеты, вот эти шапочки-пелосы, и были они, соответственно, всегда там скакали на лошадях с копьями. Вот эти копья – это и есть валики половин свитка. И сила копья, возможно, это сила свитка. Кстати, Шекспир дословно переводится как «потрясающий копьем». Интересное совпадение, правда? И вот мы имеем, что эти мифы должны быть где-то записаны. Что мифы, когда, конечно, они могут пересказываться и устно, но потом они кладутся все-таки на бумагу. И до нас они доходят уже записанные на бумаге. Вот это и есть, возможно, Гертруда, сила копья, сила свитка. Сила письменного изложения. Письменно изложенные мифы. Проставляем. Тогда объясняется, почему она становится, Гертруда, женой Клавдия. И тогда становится приблизительно понятно, что вообще происходит между Гамлетом-старшим и Клавдием. Есть два брата. И есть жена, есть мифы, и есть запись этих мифов. Но мифы, они несут в себе аллегории. И что делает Клавдий с братом? Он наливает ему в ухо яд. И этот яд смертелен потому, как сворачивает его кровь. Мы говорим о том, что мало миф произнести. Во-первых, надо его произнести правильно, да, если он записан консонантно, правильно добавить кровь. А во-вторых, за мифом стоит его понимание, за мифом стоят его аллегории, за мифом стоит вообще понимание, что этот текст аллегорический. А вот этому пониманию всегда на смену приходит с неизбежностью прямое, буквальное прочтение мифа. Когда начинают уже не видеть аллегорий, а когда начинают воспринимать этих персонажей как сказочных героев или там неких божественных героев, божественной сущности, когда начинают им молиться, поклоняться, когда воспринимают это буквально как рассказ о неких событиях, которые были, и о том, что был, дескать, такой великий герой Геракл там, или Геркулес, который совершал какие-то подвиги. И люди начинают не видеть за этим аллегорий, а воспринимать это буквально. Это и есть тот самый брат Клавдий, который убивает другого своего брата Гамлета и берет к себе его жену. Он берет к себе все эти тексты, и они переходят туда, в новое супружество, быстро и, по сути, радостно. Теперь Клавдий заботится об этих текстах, теперь Клавдий их хранит. Хорошее предположение. Но есть в нем некий нюанс. Попробуем проставить значение Клавдия. И вот зовут-то этого Клавдия Хромой. Этот перевод на русский язык имени Клавдий. Почему хромой? Конечно, мы можем сразу сказать о том, что по отношению к аллегорическому прочтению мифов, их буквальное прочтение всегда хромает пониманием. Согласимся. Наверное, это хорошее объяснение. Но есть еще одно объяснение, которое нельзя не упомянуть, если уж мы начинаем рассказывать о греческих мифах и о хромом Клавдии. Давайте оставим это объяснение до следующей части.
Продолжаем разговор о Гамлете. Мы остановились на Клавдии и на его загадке, почему Клавдий хромой. Напомню, что мы пока предполагаем, что Клавдий – это прямое прочтение аллегорических мифов. И что Клавдий убивает Гамлета – это понимание аллегорий. И теперь уже мифы существуют в буквальном их прочтении. И вот это и есть то самое убийство Гамлет-Клавдий. Но там есть деталь, мимо которой пройти нельзя. Во-первых, давайте прочитаем. Это то, как призрак рассказывает принцу Гамлету об убийстве. «Дай кратким быть, когда я спал в саду, как то обычно делал пополудни, мой мирный час твой дядя подстерег с проклятым соком белены в сосудце, и тихо мне в преддверие ушей влил прокажающий настой, чье свойство так глубоко враждебно нашей крови, что быстрый, словно ртуть, он проникает в природные врата и ходы тела и свертывает круто и внезапно, как если кислым капнуть в молоко живую кровь. Так было и с моей. И мерзостные струпья облепили, как Лазарю мгновенную коростой все тело мне. Так я во сне от братственной руки утратил жизнь, венец и королеву». Тут нового для нас ничего, мы уже все это проговорили. Но есть деталь. Упоминается Лазарь, который, как Лазарь, говорит, как Лазарю коростой облепили. А это уже кое-что. Дело в том, что Лазарь – это персонаж Нового Завета, где пришел Христос. И Христос рассказывает о всяком разном. Мы-то говорим, что Христос – это возвращение философии смысла, когда свиток приходит и рассказывает о своем понимании, только никто ему не верит. И у него ученики, которые его слушают, которые вроде бы и верят, но сомневаются. А Христос лечит больных, а Христос воскрешает мертвых, лечит больных, читает правильно те аллегории, что стоят в тексте, восстанавливает смысл этих текстов. Воскрешает мертвых – это те истории, смысл которых был утерян, теперь начинают оживать. И чтобы доказать своим ученикам, что действительно он творит чудеса, настоящие чудеса, Христос приходит в дом к Лазарю. А этот Лазарь умер уже несколько дней, как и труп его начал разлагаться. И Христос оживляет этого Лазаря. И тот начинает, есть фраза «петь Лазарем», да, кричать Лазарем. И тот начинает голосить. И тот начинает свой рассказ. И это принципиально важно, потому что если кто-то свежеумерший, мало ли он не умер, мало ли он просто выглядел мертвым, и чуда-то оживления не было. Но когда труп уже начал разлагаться, никаких сомнений не возникает. Так вот, когда идет разговор о Лазаре, то вообще-то как раз и идет разговор о древних мифах, которые вдруг обнаруживают свой смысл, в которых вдруг обнаруживается все та же история, и понимание этих древних мифов оказывается лучшим доказательством для учеников того, что действительно Мессия пришел и не просто делает какие-то мелкие чудеса, а показывает настоящее чудо оживления. И вот здесь упоминается тот самый Лазарь. И если мы понимаем, что пока, когда идет разговор все-таки о Гамлете старшем, речь идет о древних мифах, то это именно то, что потом воскресит Христос. И поэтому здесь сравнение с Лазарем – это абсолютное попадание в десяточку. А вот теперь давайте мы попробуем совершить чудо воскрешения. Вспомним опять про Клавдия и про вопрос, которым мы задавались: а почему же Клавдий у нас хромой? И теперь вспомним про
V век до нашей эры. Греческая цивилизация и великий Софокл. И пьеса, которая удивительна вдвойне. Пьеса называется «Царь Эдип». А удивительна она тем, что вы все знаете про царя Эдипа. Вы только подумайте, да? Ведь прошло уже 2500 лет. Сколько всего забылось за это время? Сколько вы вообще знаете древних пьес? Но пьесу «Царь Эдип» вы знаете, потому что, да, есть Эдипов комплекс, потому что вот было описано Фрейдом стремление убить отца для того, чтобы завладеть матерью. Вот это вот стремление, ревность ребенка к матери, и из-за этого обращенное на отца определенное чувство. Эдипов комплекс. Почему же это все возникает? Почему вдруг вспомнили про Эдипа, да, чудо какое? Чтобы у нас было в голове это воспоминание, чтобы мы не забыли, кто такой Эдип. А вот теперь попытаемся понять, а почему нельзя было забыть про Эдипа? Все начинается с того, что живет царь Лай. И у него есть предсказание, что ребенок, который родится у царя Лая, да, его убьет. И у него рождается действительно сын. И рождается сын, и чтобы как-то побороться с этим предсказанием, он решает убить собственного сына. И для этого он, слушайте внимательно, протыкает ему ноги иглами и связывает их между собой. И поручает слуге, чтобы тот отвез ребенка, чтобы его на погибель съели волки. А тому жалко, и он отдает этого ребенка на воспитание, и в итоге пастух, который оставил у себя. Потом был усыновлен этот мальчик ни много ни мало, как каринским царем Полипом. И становится царевичем. И затем он сталкивается с повозкой, которая его сбивает. И он не знает, кто в повозке, но в гневе он убивает тех, кто в этой повозке. А в повозке 4. И он убивает 3 из них. И одного из тех, кто он убивает, он не знает, что это его отец, царь Лай. И когда он оказывается потом в том городе, где он родился, он решает загадку сфинкса и становится царем. И берет себе в жены ни много ни мало Иокасту, жену того самого Лая, свою собственную мать. А затем, спустя годы, в городе начинается страшная чума. И идут к оракулу. И оракул говорит о том, что будет эта чума до тех пор, пока не будет найден убийца Лая. И начинается расследование, кто же все-таки был тот убийца Лая. И первая понимает это, кто был убийца, как раз Иокаста. И она понимает, что произошло, она понимает, кто убийца, что это ее сын, что кровосмешение, и она кончает собой. А потом это понимает и сам Эдип. И когда Эдип понимает, что случилось, да, он себя ослепляет. Вот такая вот милая история. А теперь давайте попробуем все-таки разобраться, что в этой милой истории нам хотели рассказать про Эдипа, про Иокасту, про Лая. Возможно, вы уже чувствуете в этой истории тот самый подвох. Смотрите, ему прокалывают ноги и связывают ноги между собой. Ведь это нам описывают в точности свиток. Вот 2 половины свитка, 2 ноги. Вот они проколоты насквозь валиками, вокруг которых эти половины обмотаны. И 2 этих валика
связаны между собой самим материалом свитка, будь то там папирус или пергамент. Понимаете, да? Вот они, проколотые ноги, вот она связь, и, собственно, поэтому как раз Эдип – это и есть хромой, потому что в детстве у него были проколотые ноги, но только Эдип-то еще и переводится, дословный перевод Эдипа – это с опухшими ногами. По сути, это и есть разговор о хромом человеке. И что дальше происходит? Лай – это то самое исходное царство смысла, когда есть понимание, но только это понимание перерастает в мифологию, в свиток с аллегорическими историями. И этот свиток с аллегорическими историями убивает само понимание, убивает ровно в том смысле, в котором убивается Гамлет, старший, убивает короля Фортинбраса. Он переживает просто аллегорическое изложение, переживает прямое изложение. И обратите внимание, что как интересно, когда, не зная о своей судьбе, Эдип, а Эдип здесь уже, это персонаж, который меняет свою суть по ходу дела. То есть, если изначально это аллегорическое изложение, потом, когда он воспитан пастухом, воспитание пастухом – это воспитание, простое воспитание, в котором нету ничего сложного. Он становится прямым прочтением этого текста. И когда он становится прямым прочтением текста, он убивает аллегории. Он убивает повозку, в которой 4 спутника едут, и убивает 3 из них. В аллегорических историях 4 смысла. 4 вложенных смысла. 1 внешний, поверхностный, и 3 аллегорических. И вот 3 аллегорических и умирают. Остается только 1 поверхностный смысл. И он, конечно же, берет себе в жены супругу. И вот это Иокаста. А как переводится Иокаста? Она переводится «лунный свет», и он забирает себе лунный свет, это вот эти аллегории, которые когда-то были супругой Лая, а теперь они должны быть с ним. Но эта история в итоге заканчивается тем, что все равно понимание возвращается. И когда это понимание возвращается, аллегории умирают, они становятся понятны. Для них понимание аллегорий – это их смерть. Ну да. Человек обратно превратится в медведя. Помните «Обыкновенное чудо»? И вот эта смерть аллегорий одновременно является прозрением Эдипа. Но только что такое прозрение? Это когда он вместо внешних форм начинает видеть скрытую внутри суть. Когда возвращается понимание всей этой аллегорической истории. А это вечная аллегория слепоты. Слепой Гомер, слепая Фемида – это тогда, когда ты видишь не внешние формы, не внешние признаки, не внешние слова, не внешние образы мифов, а когда ты видишь тот смысл, который за ним, смысл, который рождается в темноте. Чтобы его увидеть, надо развидеть, перестать видеть внешнюю сторону явления. Вот такая у нас трагедия. Вот такой у нас Софокл, вот такой у нас Эдип. И этот Эдип проходит все стадии понимания вот этих мифов. И когда мы смотрим теперь на Клавдия, то Клавдий – это и есть одна из стадий этого Эдипа, это тот самый хромой, это та самая реинкарнация Эдипа. Вот теперь, пожалуй, мы с образом Клавдия более-менее разобрались. А теперь обратим внимание на одну удивительную деталь, которая очень хорошо видна в трагедии Эдипа, и которая нам очень сильно поможет дальше, когда мы будем рассуждать о Гамлете. Что, как и положено во всех
подобного рода текстах и мифах, как положено по-библейскому в библейском тексте, что на самом-то деле вот это обилие персонажей, которые мы видим, на самом деле это один единственный персонаж. Но только мы смотрим на него с разных сторон, и каждая точка зрения дает нам собственное представление о том, что происходит. И это принципиально отличается от того, когда мы рассматриваем явление, разделив его на части. Если мы захотим понять, что такое корова, нам понадобится отдельно ее копыта, отдельно рога, глаза, вымя. Мы расчленим корову на части, но она перестанет быть коровой. Она уже не будет бегать, давать молока, не будет мычать. Это будут мертвые куски. Но мы можем посмотреть на ту же корову с точки зрения ее вымени, с точки зрения рогов, с точки зрения того, как она пасется на лугу. И каждый взгляд покажет нам целиком всю картину, но только с определенного угла. И вот этот принцип, это есть один из принципов философии смысла. И все эти произведения подчинены вот этому принципу. Поэтому, посмотрев на Клавдия и посмотрев на Эдипа, мы видим один и тот же персонаж. Кстати, вспомните про Эдипа. Там в самом тексте была подсказка. Там была загадка сфинкса. Загадка сфинкса, когда всем сфинкс задавал одну и ту же загадку. Кто утром ходит на 4 ногах, днем на 2, а вечером на 3? И оказывалось, что ответ-то человек во всех 3 случаях. В детстве он ползает на 4, когда подвстает, подрастет, он ходит на 2 ногах, а в старости берет клюку и уже ходит на 3. Один и тот же. Но мы увидели его по-разному в разные моменты времени. Так вот и царь Эдип, когда нам его описывают, он по-разному выглядит в разные моменты времени. В разные периоды своей жизни он представляет собой разные персонажи. В «Гамлете» картина несколько иная. У нас нету длинного временного интервала, у нас есть единомоментное практически действие, но зато теперь каждый персонаж – это отдельный взгляд. И если там был Эдип, который менялся с течением времени, превращаясь в другую ипостасию, то здесь мы видим одновременно много персонажей, каждый из которых, по сути, и есть Эдип, но только выхваченный в определенный момент времени. Ну, а по-другому можно сказать, каждый из них есть этот свиток Торы, то самое пятикнижие, выхваченное с определенной стороны, с определенной точки зрения. Но вот, пожалуй, мы еще дальше продвинулись в понимании Гамлета. Продолжим в следующей части. Продолжаем разгадку Гамлета. Сейчас мы подошли, наверное, к самой простой части загадки, к тем персонажам, которые обязаны были быть, которые очевидны и которые прописаны так, что, наверное, не оставляют сомнений в своих аллегориях. Поскольку вообще в Гамлете, напомню, речь идет о классической реализации подобного рода произведений, когда есть один единственный персонаж, а все остальные на самом деле это просто взгляды на него с разных сторон. Вот такая реализация помещает в центр то самое главное, что есть в этой истории. Тот самый свиток пятикнижия с его текстом, смыслом, содержанием, идеями, которые он несет. А дальше, в зависимости от того, как мы на это дело посмотрим, мы увидим ту или иную часть этого свитка. Но, опять же, я много раз об этом говорил и повторю еще раз. Есть принципиальное различие между тем, когда мы пытаемся понять явление и разделяем его на части. В этот момент каждая из частей теряет исходный смысл. Когда мы имеем дело с частью явления, мы имеем дело абсолютно с другой сущностью. И вот это расчленение или декомпозиция, она уже рассматривает теперь вот эти составляющие
в отрыве от всего остального, от самого явления, которое мы хотели бы понять. Но если мы сделаем по-другому, если мы будем смотреть со стороны вот этой части, смотреть как бы под ее углом, то мы увидим все явление целиком. Но только эта часть будет на первом плане, и мы будем смотреть ее взаимодействие с остальными элементами, уже как бы глядя на все ее глазами. И вот такая вот история, где мы подходим именно не расчленяя на части и не умертвляя явление, а разглядывая его с разных сторон, и позволяет при каждом взгляде сохранить ту суть, которая за этим взглядом стоит. Расчленение смысл явления уничтожает. Собственно, это и была чуть ли не основная идея вот той самой философии смысла, которая и заложена во все библейские, да и не только библейские тексты, то есть в основу любой религии. Конечно, на этой идее все только начинается. Это не законченная мысль, которая вот единственное, что мы хотели вам донести, держите, это азбука, это начало, после чего идет колоссальная высшая математика, которая из этого дает уже следствие, вплоть до того, что описывает и как устроена речь, и как устроен человеческий мозг, и как устроено мышление, как устроены эмоции. Все это уже идет дальше, исходя из вот строясь на этой философской базе. И вот при описании свитка. Всегда во всех произведениях есть персонажи, которые обязаны появиться, которые просто не могут вот куда-то деться. Это те самые внешние атрибуты. А вот как выглядит свиток. У него есть пергамент, на котором написан текст. У него есть валики, на которых этот пергамент. У него есть диски, которые защищают этот пергамент от внешнего воздействия. И описывая свиток, мы так или иначе, под одним или под другим углом, обязательно вернемся к описанию. И при этом эти персонажи, как правило, в тексте легко узнаются, они всегда выведены так, что практически не допускают разночтений. И вот как эти персонажи выглядят в Гамлете. Давайте попробуем их поискать. Пергамент. Понятно, что он должен быть где-то рядом с самим Гамлетом. Все-таки это неотъемлемая часть этого свитка. Где-то там, рядом с ним, должны обязательно быть и остальные два валика, диски, которые защищают эти валики. И вот тут, как мы начинаем говорить «защищают», то напомню, что есть такие персонажи, это часовые Эльсинора. Два офицера и солдат, которые появляются в самом начале и которые есть защитники вот этого города Эльсинора. А если вспомнить, что здесь все персонажи – это свиток, то не стоит и удивляться, что Эльсинор – это тоже свиток. Значит, есть два офицера и солдат. Это часовые. Два офицера – это Марцел, это Бернардо, и это солдат Франциско. И замечательны, конечно, переводы их имен. Марцел – это молоток. Бернардо – это толстый медведь. И Франциско – это свободный. И если, опять же, вспомните начало, то появляется вместе с ними призрак, когда видит призрака. А, кстати, видят призрака все, кроме Франциска. И они тогда приводят туда Горацио, который приятель Гамлета, который приезжает в Эльсинор, как он объясняет, на похороны старого короля, и который вообще дальше является постоянным спутником Гамлета. А кто такой Горацио? А Горацио в переводе – это хранитель. Иногда еще добавляют хранитель времени. Хранитель. И вот уже приблизительно, наверное, у вас начинает складываться пасьянс, что вот именно эти часовые и хранители, возможно, и есть те самые взгляды на свиток. Как можно их разложить?
Ну, конечно же, Горацио, к которому Гамлет обращается, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Конечно, это пергамент свитка. Он хранитель текста, и он хранитель времени, потому что сам текст рассказывает историю. А что такое история, как не запись времени? А интересно, что когда Горацио появляется, его приводит туда Марцел. И Бернардо спрашивает, что Горацио с тобой, на что Горацио шутит, кусок его. И фраза на самом деле звучит совершенно по-идиотски. Но если понять, что сам Горацио – это длинный пергамент, и когда он появляется на виду, то появляется только часть его. Поэтому его реплика Горацио, на ответ на Горацио с тобой, часть, кусок его, абсолютно уместно становится. Смотрите, как все встает на место, когда начинаешь понимать, о чем идет разговор. А дальше у нас есть Марцел, который молод. Офицер Марцел, который молод. Вот конструкция свитка. Валик на валик одеты диски, да? И, конечно же, эта конструкция напоминает молот. То есть деревянный валик с его дисками – это и есть первая часть механической конструкции, тот самый молот. Кстати, это именно молот Тора. Тот самый молот Тора, который мог только сам Тор поднять, который сам только Тор мог его метать этим молотом, мог перемещаться в пространстве, мог убить кого угодно. Это и есть конструкция свитка. И, кстати, этот же молот, который только один человек мог поднять, да, это меч короля Артура, у которого был круглый стол, и вы уже, наверное, начинаете догадываться, что такое круглый стол, и кто такие рыцари этого круглого стола. И был меч короля Артура. Конечно же, это все тот же самый валик с тем же самым диском, который только сам Артур мог вынуть из расщелины, и только он мог, и это определяло, что настоящий Артур. Кто же может взяться за валик и повернуть свиток и понять его? Да только Мессия, конечно. Все остальные не вытащат меч. И вот дальше у нас есть французская. И дальше у нас есть Бернардо. Толстый медведь. И вот есть две половины свитка, да? Одна толстая, другая тонкая. Одна содержит на себе вначале весь пергамент, вторая свободна от этого пергамента. Вот они, толстый медведь и свободный. Вот они, две половины свитка. И вместе у нас получается законченный взгляд. Деревянная конструкция, толстая половина свитка, тонкая половина свитка и сам пергамент. И обратите внимание, что именно тонкая половина свитка, Франциско, солдат, не видит приход призрака. Ну и в конце. Именно Горацио говорит такую фразу: «Почил высокий дух, спи, милый принц, спи, убаюкан пением херувимов». Зачем все ближе барабанный бой? Вот если вы уже прониклись духом того, как описывается свиток, вас должна отрезонировать эта фраза. Херувимы – это и есть две половины свитка. Крыла этих херувимов – это как раз и есть сам пергамент, два крыла сверху, два крыла снизу, которые сходятся сверху и сходятся между собой. И вот так образно были в Библии описаны херувимы с их 4 лицами. Я уже сколько раз рассказывал, что это рисунок на дисках. Мы еще потом об этом поговорим, когда дойдем до херувимов. И вот должен спать Гамлет, убаюканный пением вот этих двух херувимов. Конечно, если Гамлет свиток, то 2 херувима и есть то, кем он убаюкан. Но очень символично, что говорит это именно пергамент свитка Горацио. И завершается вот этим текстом Горацио. «Не этих, когда бы они благодарить могли, он никогда не требовал их казни,
Но так как прямо на кровавый суд вам из похода в Польшу, вам из Англии пришлось поспеть, пусть на помост высокий положат трупы на виду у всех. И я скажу незнающему свету, как все произошло, то будет повесть бесчеловечных и кровавых дел, случайных кар, негаданных убийств, смертей, в нужде подстроенных лукавством и, наконец, коварных козней павших. Именно Горацио расскажет нам всю эту историю. Горацио, который хранитель, в конце объявляет, что весь рассказ со всеми деталями будет сделан именно им. Ну так это как раз и есть пергамент свитка, который рассказывает всю эту историю. Потому что история Гамлета – это та история, которая и описана, собственно, и в Ветхом, и в Новом Завете. Это вот этот жизненный цикл философии смысла, которая обречена, будучи сформулированной однажды, потом умереть, но при этом оставить ковчег, где аллегорически будет записано, и после чего она должна вернуться, но при этом должен умереть сам свиток, потому что для свитка понимание его аллегорий – это смерть. Но тут мы забегаем немного вперед, оставим это до следующих частей. Продолжаем разгадывать тайну Гамлета. В прошлый раз мы взяли что попроще, посмотрели внешние взгляды на саму конструкцию свитка, а теперь пора бы копнуть в глубину. Есть группа персонажей, объединенных вместе не просто сюжетом, но и родством. Есть Полоний, есть его дочь Офелия и сын Лаэрт. Ну, а кроме родства, у них еще есть Рейнальда, это слуга Полония. Сам Полоний – это ближайший, правильно сказать по книге, ближайший придворный Клавдия, его правая рука. Его перевели как советник, но на самом деле это просто ближайший придворный. Полоний. Перевод имени Полоний вообще это поляк. И тут, к сожалению, даже нету особого простора для фантазий. Поляк он и есть поляк. Но в самом произведении Польша упоминается и упоминается достаточно серьезно. Дело в том, что, я напомню, Фортинбрас, который Фортинбрас-принц, который сын короля Фортинбраса, сначала претендует на земли Дании, а потом и собирается идти войной, потом его уговаривает старый норвежец, что надо вспомнить о договоре и что войну надо прекратить. И тогда тот требует прохода в Польшу. Он требует прохода в Польшу, на что ему дается разрешение. Когда его войска идут в Польшу, там идет странный разговор по поводу того, а что до Польши-то вам? И звучит, сказать по правде и без добавлений, нам хочется забрать клочок земли, который только и богат названием. И в этой загадке Шекспир не мог допустить, чтобы Польша была отдельно, а Полоний, поляк, был сам по себе, и чтобы они никак не были связаны. Что же такое Польша? Кто такой Полоний? И что за дочь Офелия? Дочь Офелия, в которую влюбляется Гамлет, которая потом сходит с ума, потому что Гамлет убивает Полония. А убивает Полония, потому что тот стоит за шторой, когда он общается с матерью, и подслушивает их разговор. А это и есть та обида, за которую потом Лаэрт за отца и Офелия мстит Гамлету. Кто эти персонажи? То есть вы понимаете, что мы подходим к тому самому ключевому моменту, от понимания которого должен сложиться практически уже весь пасьянс сюжета Гамлета. Что за дуэль, которая
между Гамлетом и Лаэртом. В чем смысл этой дуэли? Кто они вообще, эти дуэлянты? Если мы знаем про Гамлета, то кто такой Лаэрт? Сын Полония, который в самом начале приезжает из Франции и опять собирается во Францию. А мы уже сталкивались, да? Что у нас был Франциско, который свободный. И вот Франция, название само Франция, это тоже это некое свободное пространство. Туда собирается Лаэрт, оттуда приходит и туда потом возвращается, хочет вернуться. Давайте так. Что за клочок земли, за который будут происходить битвы, которые ценен-то названием? Клочок земли, за который будут происходить битвы, который ценен своим разве что названием. Вокруг библейского текста все битвы, в которых умирает несметное число людей, это битвы за страницу текста. Это битвы за понимание того, что ты видишь на этой странице. Полоний. Опять же, Польша. Можно ли как-то проассоциировать Польшу и страницу? И тут я напомню классическую систему аллегорий. Ханаан. Ханаан – это та территория, которую сейчас мы знаем под названием Израиль. А в древности этот Ханаан – это была территория между Месопотамией и Египтом, между двумя мощнейшими цивилизациями, которые принципиально отличались друг от друга, которые всегда были двумя противоположными символами, а Ханаан был той серединной землей, которая находила компромисс между законом вертикалью власти Египта и городами-государствами, которые воевали в Месопотамии, между которыми все время были какие-то споры, то есть между той самой, мы бы сейчас это назвали, некой демократией, где истина рождается в споре. И вот тот компромисс – это Ханаан. Шумеры называли это Нибиру, паром между Луной и Солнцем. Туда, куда надо всегда стремиться, в буддизме это называется серединный путь, вот тот самый Ханаан. И за этот Ханаан всегда идет война, потому что задача не пройти быстро этот Ханаан, а задача его захватить и как можно дольше в нем удержаться. Потому что когда ты сваливаешься из вот этой середины в любую крайность, и там, тебя ждет масса бед. Когда ты сваливаешься в смысл, который не сдержан никаким законом, у тебя начинается полная вакханалия. Да, в ней рождается и бурлит будущий смысл, который будет оформлен законом, но пока это страшно. Как мы говорим, те бурлящие 90-е, да? А потом приходит закон, который наводит порядок. И если можно удержаться на том моменте, когда закон подчиняется смыслу, это и есть та самая борьба за серединную землю. Но если мы уходим дальше в сторону закона, закон полностью в какой-то момент вымывает смысл, и начинается маразм, застой, а потом еще и страшнее. Начинается тот самый Оруэлл. Поэтому война за Ханаан – это война, которая несет массу жизней. Это та война за клочок земли, который ценен-то на самом деле только названием. И вот в шекспировских аллегориях, а на самом деле эти аллегории появляются гораздо раньше, именно Польша для европейцев приобретает аллегорию библейского Ханаана. То есть, когда Месопотамия, Египет и Ханаан переносятся на географическую карту Европы, то там Польша оказывается серединной территорией между Европой и Азией. Это та территория, которая потом находится ровно между Россией и Европой, и за которую всегда идет борьба, и за которую всегда идет война. И Польша, это которая вроде как никому не нужна, но всегда за нее. То она принадлежит Российской империи, то она потом захватывается Германией. И вот этот замечательный, сказал слово замечательный, но тем не менее пакт, секретное ненападение, секретный протокол, который подразумевает одновременный захват Польши. Я во всем этом вижу отголоски все той же самой истории. И вот и здесь,
возвращаемся к Гамлету. Когда идет разговор о Польше, речь идет о Ханаане. Именно туда должен прийти Фортинбрас, именно за него готов бороться Фортинбрас. А Фортинбрас, я напомню, это философия смысла в ее явном изложении. То есть, когда сформулированы все правила игры откровенно, без аллегорий, и они-то как раз эти правила философии смысла и предписывают воевать за Ханаан. И если Ханаан – это Польша, то кто такой Полоний? А в Ханаане живут евреи. А в Ханаан должны стремиться все евреи. А Ханаан одновременно – это еще аллегория страницы, да, которая между двумя валиками. И сам свиток – это вечная аллегория борьбы двух вот этих сил, когда сначала все на одной половине, потом переходит на другую половину, при этом всегда есть Ханаан, территория между ними, а потом стремительно откатывается обратно, когда свиток дочитан и когда его перематывают. Вот этот вот круговорот, я уже говорил, греки называли это колесо фортуны, это же цикл, который нам описывают зодиакальные созвездия. Вот этот вечный цикл, это же список, который нам дают шумерские цари. Это то, что и описано в самом библейском тексте, вот этот вечный цикл перехода одного в другое. И Полоний, тот, кто житель вот этого Ханаана. Полоний – житель Ханаана. Это еврей. Если мы поняли, что Клавдий – это буквальное прочтение Ветхого Завета, Ветхий Завет в иврите – это Танах. Первые 5 книг Танаха – это свиток. Торы – это Тора. Ну, или Пятикнижие. И вот у Танаха его ближайший слуга, его ближайший помощник, его ближайший соратник – это евреи. И никуда тут не денешься от этого. Это те самые евреи, которые одновременно и аллегория буквы этого свитка, и поэтому они, естественно, слуги, и поэтому они, естественно, всегда ему служат. Но это и само еврейство, которое хранит этот свиток, переписывает его, несет века, для которых это главная религия и смысл всего еврейского государства и существования всего еврейства. Для того, чтобы служить этому свитку. Вот он слуга. А кто тогда? Нет, пока еще давайте про Полония. И что Гамлет, ведь подсказки и подтверждения мы должны искать в самом тексте. И что Гамлет говорит про Полония? Он называет его старый утомительный дурак. Ну, с учетом того, сколько существуют евреи, они действительно вполне заслуживают того, что не молодой народ, скажем так. И ключевая сцена, когда с Полонием идет разговор, и Гамлет говорит: вы видите вон то облако, почти что вроде верблюда. Полоний, ей-богу, оно действительно похоже на верблюда. Гамлет: по-моему, оно похоже на ласточку. Полоний: у него спина как у ласточки. Гамлет: или как у кита. Полоний: совсем как у кита. Весь этот разговор с Полонием – это разговор о том, что евреи, храня этот свиток, служа ему, на самом деле меньше всего понимают, что на самом деле написано там. Они хранители, которые должны этот свиток донести до нас, но именно потому, что они не знают его содержания, это позволяет им быть хранителями искренними и беспристрастными. Потому что если бы они знали, что они несут, у них возникли бы вокруг этого споры, сомнения, и проект не состоялся бы в том виде, в каком мы его знаем. И естественно, что евреи пытаются толковать свиток. И, как говорят, 2 еврея, 3 мнения. И вы найдете в иудаизме несметное число комментариев и толкований текстов Танаха. Это будут у вас там и толкования Раши, я не знаю, кого угодно. И вы найдете там объяснение всему. Но каждый будет объяснять это по-своему. И у каждого это будет один и тот же текст в разные стороны и не согласованно между собой. Это и есть тот самый разговор об облаке.
когда с второю, с Гамлетом, легко соглашается Полоний, который во внешних формах того, что там, готов увидеть любые очертания и согласиться с любыми внешними формами, и на внешнее прямое прочтение текста, который приписывает Клавдий, дать любое количество объяснений, которые подходят под это внешнее очертание облака. И тогда мы можем, наверное, предположить, а что же такое убийство, которое совершает Гамлет, убивая Полония? И от чего Офелия сходит с ума? И кто такая Офелия? Если Полоний – это еврей, то евреи неотделимы от иврита, языка, на котором они говорили, на котором был написан Танах, ну и, соответственно, Тора, и языка, который умер. Долгие 2000 лет иврит был языком мертвым. Он сохранялся только благодаря тому, что на нем переписывался свиток. И было достаточно немного людей, которые хранили его для того, чтобы этот текст можно было читать. То, что сейчас мы знаем иврит, мы обязаны его возрождению. Когда было создано государство Израиль, была поднята вот эта идея, что пусть языком Израиля будет иврит, и мертвый язык стали учить люди, которые никогда до этого на нем не говорили. И язык удалось возродить. Но во времена Шекспира это был язык мертвый. Вот я бы предположил, что смерть Полония, которая сделана тем более через гобелен, через пергамент свитка, это и есть смерть евреев как вот этой единой нации со своим языком, которая была сделана именно в угоду вот этому проекту сохранения свитка. Потому что, как говорят, нельзя класть все яйца в одну корзину. Потому что если бы евреи оставались единым государством, и сколько мы знаем примеров в истории, когда это единое государство уничтожается и ничего не остается. И я подозреваю, что именно для того, чтобы сохранить этот свиток, была вот та самая диаспора, да, расселение евреев, когда их разбросали по всему миру, когда они стали жить еврейскими диаспорами, общинами, и когда эти евреи теперь были везде и нигде. Когда язык теперь хранился ими, но не был языком разговорным, но был поддержан свитком, вот это и была задумка для того, чтобы сохранить этот свиток. Я понимаю, насколько дико звучит такое предположение, что судьба великого, там, целого великого народа – это не естественный ход истории, а это проект, и некий проект, который был сделан сознательно с целью реализации проекта, вот этого ковчега, проекта свитка. Ну, я имею право на собственное мнение. И вот теперь у евреев язык иврит, и дочь Офелия. Дочь Офелия – это и есть еще один взгляд на свиток. Это на иврите написанный текст. Офелия, дочь евреев – это текст, который написан на иврите. И этот текст поэтому так любим Гамлетом. Но при этом эта любовь может быть недолговечна, о чем Полоний и Лаэрт предупреждают. Сейчас тебя он, может быть, и любит. Ни скверно, ни лукавство не пятнают его великих и его благих желаний. Но страшись, великие в желаниях не властны, они в подданстве у своего рождения, он сам себе не режет свой кусок. Как прочие, от выбора его зависят жизни и здоровье всей державы, и в нем он связан изволением тела, которому он голова. И если он говорит слова любви, то будь умна и верим лишь настолько, насколько он в своем высоком сане их может оправдать, а это будет, как общий голос Дании решит. А общий голос Дании, общий голос свитка решает о том, что текст должен стать непонятным.
половина евреев должны исчезнуть. Должны остаться только согласные буквы в тексте. Это консонантное письмо иврит, где запись идет согласными буквами. И прочтение становится непонятным. Я уже много раз об этом говорил, что если изначально, когда была написана Тора, были еще люди, которые ее понимали, опять же, может, они и потом, но изначально было понятно, что пишется. И изначально была любовь к этому тексту, который понятен Гамлету, который есть его плоть и кровь, это он и есть, он любит этот текст, но он не властен над собой. Чтобы народу сохраниться, чтобы свиток выжил, он должен стать совершенно непонятным, он должен стать безумным. И поэтому судьба Офелии обязательно сойти с ума. И особенно, когда умирает иврит, когда умирает язык, и остается лишь только немного носителей, которые теперь вам будут рассказывать, как это читать. Сам текст становится сумасшедшим. И про Офелию говорят, королева, я не хочу с ней говорить. Первый дворянин, она упорствует, совсем безумно, ее невольно жаль. Королева, что и надо? Первый дворянин. Все об отце она твердит, о том, что мир лукав, вздыхает, грудь колотит, и сердится легко, в ее речах лишь полусмысл, и ее слова ничто, но слушатели их бессвязный строй склоняет к размышлению, их толкуют, и к собственным прилаживают мыслям. А по ее кивкам и странным знакам иной и впрямь решит, что в этом скрыт, хоть и неявный, но зловещий разум. Горацио, с ней лучше бы поговорить. Она в злокозненных умах посеять может опасные сомнения. Помните, мы уже не в этих видео, а ранее говорили про то, что одно из названий – это зеркало всего этого свитка. Каждый в этих многосмысленных вещах видит не столько то, что там написано, сколько отражение собственных мыслей. Выхватил что-то, отразил и истолковал. Вот это и есть то, о чем здесь идет разговор. Речи ее невнятны, и во многих умах могут посеять самые разные мысли, отражение собственных переживаний. Вот это вот Офелия. А потом этот текст должен превратиться в ковчег, который должен плыть в водах потопа. Поэтому а потом этот текст погрузится под воду. Но погружение под воду и смерть Офелии имеют более глубокую аллегорию. Дело в том, что если изначально этот текст, в котором потеряны гласные, становится просто сумасшедшим, но при этом не теряет возможность правильного прочтения. Офелия сошла с ума, но она жива, то потом наступает следующая стадия. Я уже рассказывал и говорил это не раз. Приблизительно в 7-8 век ученые, хранители свитка, которые его переписывают, были соферписцы, а потом масореты, которые изучают этот свиток и которые изобретают, как записать на иврите гласные, огласовку, точечки, которые расставляются и которые описывают гласные звуки. И масореты берут на себя смелость проставить огласовку для текстов Танаха. И теперь эти тексты надо читать так и только так. И они утверждают о том, что на самом деле изначально существовала письменная Тора, а существовала еще устная Тора. И что устное это и было вот это правильное прочтение, которое они, масореты, смогли восстановить, которое им было передано там из поколения в поколение, и они его записывают, и теперь всем надлежит читать этот текст так и только так, как записано масоретами. А масореты записали его неверно. А масореты ошиблись, и ошиблись в огромном числе мест. То есть, как минимум, наверное, порядка 3000 букв там записано, 3000 слов прочтены неправильно, это много, причем это очень часто, это только в первых 5 книгах. Где другое подразумевается изначальное прочтение, которое несет смысл, было заменено на другое прочтение, которое этот смысл полностью выхлестнуло. Вот это и есть смерть Офелии. Но обратите внимание, что при этом произошло.
Офелия не просто умирает, она погружается под неправильные гласные. На нее ложатся неправильно прочитанными масоретами гласные. Она погружается под воду, потому что аллегория гласных – это всегда была вода. Мы говорим, да, согласные звуки – это кости, и вода, которая их обволакивает – это гласные, которая их соединяет, которая течет. Наша речь течет, когда мы говорим гласные. И вот Офелия погрузилась и умерла. Вот это и есть та аллегория, которая заложена в Гамлете именно под текст, написанный на иврите, который должен сначала сойти с ума, а потом он умирает, погружаясь под воду. И есть у нее брат Лаэрт. И этот брат Лаэрт Давайте попробуем понять, кто он. И для этого, во-первых, сам Лаэрт – это собиратель народа. Это его перевод. Кто может быть сын евреев, собиратель народов? Кто объединил огромное число народов и при этом сын евреев? Тут загадка-то на самом деле не так сложна, и, наверное, я больше сейчас нагоняю вот этого драматизма и загадочности, а у многих уже ответ готов. Конечно, это Мессия, конечно, это Христос. Конечно, это сын евреев, который, появившись, дальше вокруг него создан Новый Завет, который собрал под себя миллиард людей на нашей планете, которые называют себя христианами. Вот он, собиратель народов, который при Шекспире и было то объединяющее начало всей европейской цивилизации. И мы можем суть Лаэрта попытаться проверить. Есть первый разговор, который происходит между Гамлетом и Полонием, когда они только встречаются. Полоний: вы узнаете меня, принц? А Полоний подозревает Гамлета в сумасшествии, и Клавдий просит его разобраться. Гамлет: конечно, вы торговец рыбой. Полоний: нет, принц. Гамлет: тогда мне хотелось бы, чтобы вы были таким же честным человеком, как торговец рыбой. Полоний: честным, принц? Гамлет: да, сударь. Быть честным при этом, каков этот мир, это значит быть человеком, выуженным из десятка тысяч. Полоний: это совершенно верно, принц. Гамлет: ибо если солнце плодит червей в дохлом псе, божество, лобзающее падаль, есть у вас дочь? Полоний: есть, принц. Гамлет: не давайте ей гулять на солнце, всякий плод благословение, но не такой, который может быть у вашей дочери. Друг, берегитесь. В этом разговоре много. В нем и упоминается солнце, на котором разлагается труп, да, и в котором появляются черви, предостережение, чтобы Офелия не гуляла на солнце. Это нам уже понятно. Если Офелия – это текст на иврите, а солнце – это ясная мысль, солнце – это однозначное понимание, солнце – это безусловная истина. Масореты объявили безусловной истиной правильное прочтение этого свитка. Соответственно, Офелия все-таки прогулялась под солнцем, и после этого солнца она вынуждена умереть, да, погрузившись в воду. Гамлет предупреждает Полония, чтобы не допускать этого. Но относительно Лаэрта здесь идет интересное. Ведь начинается с того, что «ах, вы ж торговец рыбой». Тот говорит: отнюдь нет. А он говорит: нет, будьте так же честны, как торговец рыбой. Торговец рыбой. И тут на самом деле все очень просто. Но, с другой стороны, настолько фундаментально, я повторю то, что уже рассказывал в предыдущих видео. Одна из аллегорий этого свитка – это Левиафан. Левиафан – это рыба. Кстати, Левиафан с иврита переводится как «свернутый». И вот свиток, свернутый в эту спираль. Это Левиафан, который живет в море, под воды потопа, ковчег. И Левиафан
любимая Богом рыба, та, с которой единственная, с кем он вообще-то разговаривает постоянно. Да, с этим свитком Бог постоянно ведет общение. Бог – это смысл. И вот этот Левиафан любим Богом, но Бог принесет Левиафана в жертву, когда придет Мессия. И дальше уже вот этот замечательный текст из Талмуда, что и будут праведники вкушать мясо Левиафана, потому как ничего вкуснее в природе не существует, и будут они его вкушать, сидя в шатрах, сшитых из шкур самого Левиафана. Вот он свиток, вот эти шкура, пергамент, это выделанной кожи. И вот, наклонившись над этим свитком, ты оказываешься в шатре, сшитым из шкур, а свиток сшит из кусков кожи. И читаешь текст, который действительно гениален и, наверное, самый гениальный из существующих в природе. И наслаждаешься этим текстом. Но этот текст с приходом Мессии станет понятен. А понятность этого текста аллегорического – это его смерть. Поэтому он будет принесен в жертву. И вот Левиафан, рыба свернутая, которая в море, это вечная аллегория, которая стоит за этим свитком и за идеей Мессии, который должен прийти и быть принесенным в жертву. И когда Гамлет обращается к Полонию: «Вы торговец рыбой, вы тот, кто продал миру рыбу». А рыба – это одновременно и свиток, и одновременно это Христос, потому что Иисус – Христос. Христос по-гречески это и есть Мессиах, это Мессия, а Иисус – это рыба. И поэтому у первых христиан символом христианства Иисуса Христа всегда был вот этот вот рисунок рыбы. Иисус – это и есть рыба. А вот почему он рыба? А именно потому, что рыба – это и есть сам свиток, это Левиафан. Вот, собственно, а значит, кто такой Лаэрт? А Лаэрт – это Христос. А Лаэрт – это Христос, это Мессия, который предписан в иудаизме как тот, кто придет как Спаситель и так далее. Ну, а кто такой Мессия? Да это и есть сам этот свиток. Когда он придет, но уже с пониманием. Когда придет его понимание. Но что принесет с собой это понимание? А понимание принесет смерть свитку. Понимание принесет смерть Левиафану, который будет принесен в жертву. Потому что сам Мессия и придет с рассказом о том, о чем же все-таки эти тексты. И значит, неизбежно, что должно произойти? Приход Мессии должен убить свиток. Убить, понятно в каком смысле. Он должен убить Гамлета. И поэтому и есть вот этот поединок Гамлета с Лаэртом. И сам Лаэрт, царь иудейский, да, Христос царь иудейский, царь царей. Когда Лаэрт приходит к Клавдию, он приходит с толпою. И звучит этот приход. Второй дворянин по тексту: «Спасайтесь, государь! Сам океан, границы перехлынув, так яростно не пожирает землю, как молодой Лаэрт с толпой мятежной сметает стражу, чернь идет за ним, и словно мир впервые начался, забыта древность и обычай презран, опора и скрепление всех речей». Они кричат: «Лаэрт – король, он избран!» Взлетают шапки, руки, языки. «Лаэрт, будь королем, Лаэрт – король!» Вот так вот, традиции попраны, пришел новый король. Это и есть разговор о приходе Христа. И, кстати, сам Лаэрт подкалывает эту историю, очень интересно, когда Христос умирает, потом возвращается и с учениками, а потом опять прощается с ними. Вдвойне, и сам Лаэрт говорит так: «Вдвойне блажен благословленный дважды. Мне улыбнулся случай вновь проститься». И вот есть Лаэрт, и нам уже становится более-менее понятно, что за поединок и почему в этом поединке умирают оба. Потому что Мессия точно так же умирает, потому что, рассказав о Мессии, это аллегорическая история о возвращении свитка. И когда
Мессия рассказывает о свитке, он рассказывает о себе, его аллегория тоже становится понятна, и он умирает отравленный тем же самым ядом, которым он умертвил Гамлета. И, кстати, именно этот яд выпивает из кубка Гертруда. А кубок – это вечная история чаши Грааля. Чаша Грааля, куда была собрана кровь Христа. Чаша Грааля, которую искали потом крестоносцы, которые… Кто только не искал этот Грааль, да? Консонантный текст, из него, из Христа, который тоже свиток, выпущена кровь. Он превращается вот в это тело, в котором осталась только кожа до кости. В Кощея Бессмертного он превращается, которому надо выпить воды, чтобы приобрести силу. И вот эта чаша, это кровь, которая возвращает тексту то самое исходное правильное звучание, а значит и правильное прочтение, а значит и понимание, которое за этим идет. И это, вот эта кровь Христа, это и есть тот яд, о котором говорит Лаэрт. Есть у меня древний яд, который точно в этом случае поможет. И смерть, которая происходит, это смерть одновременно и Гертруды, которая умирает, выпив из этой чаши. А Гертруда – это и есть сами священные тексты со скрытым в них смыслом, которые вначале были у Гамлета, а потом они переходят, соответственно, к Клавдию, который видит в них только буквальное прочтение в этих текстах. И когда возвращается понимание, этот текст должен стать понятный, а понятный текст должен умереть. Вот поэтому и умирают все, кроме Фортинбраса. А что такое Фортинбрас? А Фортинбрас – это и есть явная формулировка философии смысла. То есть явное понимание тех идей, которые заложены в этот текст. И если с них все когда-то начиналось, и их победил Гамлет, который старший, потому что он был их аллегорическое изложение, то заканчивается это все приходом Мессии, смертью Левиафана и возвращением философии смысла. Вот мы и проследили основную сюжетную нить Гамлета. Вот мы и поняли теперь эту пьесу. Не всю, но основную ее идею. Так это же рассказ о вот этом цикле, по которому изменяется соотношение смысла и закона, о том, как происходит аллегорическое скрытие вот этой философии смысла, о том, как происходит эволюция и как в итоге приходит Мессия, который борется за эту… Фортинбрас борется за Польшу, Мессия убивает Гамлета и остается Фортинбрас, а вместе с ним, кстати, остается Горацио, который должен теперь всю эту историю рассказать. Горацио – это есть пергамент, он никуда не денется, то есть когда убьется аллегорическое содержание свитка, сам свиток останется с нами. И будет нам рассказывать теперь всю вот эту драму, но так, что мы ее будем понимать. И есть, конечно, прекрасное то, что мимо не пройти. Это вызов на дуэль. Когда вызывается на дуэль Гамлет, то делает это такой персонаж Озрик. И Озрик, дойдем до него, сообщает Гамлету, что сделан… Я прочитаю. Озрик, мой принц, король поставил против него в заклад 6 берберийских коней, взамен чего тот выставил, насколько я знаю, 6 французских рапир и кинжалов с их принадлежностями, какой-то пояс, портупей и прочее. 3 из этих сбруй, честное слово, весьма тонкого вкуса, весьма соответствуют рукоятям, чрезвычайно изящие сбруи и очень приятного измышления. Гамлет, что вы называете сбруями? Горацио тихо Гамлету. Я так и знал, что вам еще придется заглянуть в примечание. Озрик. Сбруя, мой принц, это портупей. Гамлет. Это слово было бы скорее сродни предмету, если бы мы на себе таскали пушку. А пока пусть это будут портупеи.
Но дальше 6 берберийских коней против 6 французских шпаг, их принадлежности и 3 приятно измышленных сбруй. Таков французский заклад против датского. Ради чего он выставлен? Как вы это называете? 2 заклада. И оба персонажа на самом деле это свиток. Один – это Христос, что свиток, второй – это Гамлет, что тоже свиток. Но только там свиток со стороны истории Мессии и прихода, а здесь со стороны Гамлета, свитка в его понимании и его полноте. Сумасшествие. Еще состояние сумасшествия. Мнимого сумасшествия. Для сумасшествия, для того, чтобы спастись. И заклад. 6 берберийских лошадей ставится с одной стороны. Что такое 6 берберийских лошадей? Берберийские лошади всегда были огненно-рыжего цвета. 6 дисков, которые есть у свитка. И эти диски всегда имели аллегорию – это лошади. Ну, еще они могут быть и аллегориями ступы, которая может летать с метлою. Почему лошади? Потому что когда ты начинаешь вращать эти диски, ты перематываешь свиток и моментально оказываешься, будучи сначала в одном городе, оказываешься в другом. Будучи в одном месте, ты моментально оказываешься в другом. С колоссальной скоростью вот этих лошадей, тройка, куда ты мчишься, тройка, какой же русский не любит быстрой езды. Ты оказываешься в произвольном месте свитка. Поэтому всегда их аллегория – это быстрые кони. А еще это, я буду долго гнать велосипед. Еще это может быть одновременно, помните у Стругацких, машина времени в форме велосипеда, у которой были 2 границы, которые нельзя было пересечь. А так можно было переместиться в любой литературный образ, причем в любом времени. Машина времени, которая работает, однако, в литературных образах. Так это и был вот этот свиток. И машина времени, которая моментально тебя перемещала, это и были вот эти диски. Уж где только они не упоминались. Ищи Ахиллеса, в котором можно было увидеть все, что угодно и переместиться по любым городам, описанным у Гомера. Это все аллегория вот этих вот лошадей. 6 берберийских лошадей ставят с одной стороны. А с другой стороны, Золаэрта. Заклад Золаэрта. Вы посмотрите. Христос. Само распятие Христа – это тоже аллегорически положение пергамента на вот эти 2 валика и, соответственно, диски. Но это можно описать немножко с другой стороны. Если вы посмотрите крест, он обязательно будет иметь 3 перекладины, а на перекладинах у вас будут еще дальше вот эти руки, обвязывающие Христа. Он был привязан, гвоздями прибит и привязан туда, к распятию. Да? Вот это и есть 2 перекладины, это 2 валика, только здесь идут игры с топологией. Вот эти 2 валика, на которые кладется пергамент, с которого сливается кровь в чашу Грааля. И теперь мы получаем вот этот покрытый потом, когда тело снимается, оно покрывается плащаницей. Знаменитая Туринская плащаница, да? Конечно же, плащаница – это и есть сам пергамент этого свитка, которым он покрыт. И при этом в заклад, обратите внимание, ставится 6 французских рапир и кинжалов с их принадлежностями, какой-то пояс и вот эти протупеи, подвязки. 6 французских. Если вы посмотрите на крест с 3 перекрестиями и там, то вы увидите 6 вот этих рапир, которые символизируют 6 дисков свитка. С кинжалами. Кинжалы, 3 кинжала, которые там будут, это 3 гвоздя, на которых держался Христос. 2 в руках, 1 в ногах, вот тебе. И портупеи, 3 портупеи, которые перевязывали, потому что, говорят, что Христос не удержался бы физически. На этих гвоздях порвали бы кожу, поэтому еще и привязывали. И вот перевязи, которые очень нежно, как описано здесь, охватывают руки, 3 перевязи. Вот это и есть как раз те веревки, которыми был привязан Христос. Нам в точности описывают распятие. И еще интересный момент здесь, конечно, который дал начало колоссальной истории. Когда
Гамлет говорит о том, что все вот это описание подвязки, они же портупеи, скорее было бы уместно, когда мы описывали пушку. Почему появляется пушка? Дело в том, что свиток, его цилиндрическая форма и торчащая с одной стороны рукоятка, заканчивающаяся шариком, в точности выглядела как пушка в те времена. Цилиндр с шариком на конце. Поэтому упоминание пушки, которая вешается, это и есть некий прикол над тем, что считать этими портупеями и отсыл вот к этой внешней форме свитка. Но это было бы просто смешно, если бы потом это не выстрелило колоссально. Эта пушка выстрелит так, что мы будем в веках слышать отголоски. Потому что вы уже догадываетесь, что потом я вам расскажу о том, что Шекспир не написал этот текст потому, что был некий великий провидец, который все это сам разгадал, который понял и стал строчить произведения. Шекспир был колоссальный проект, над которым трудилось множество людей, и поэтому многие загадки объясняются этим, но только потом такой же проект был реализован в России. И, надо сказать, наверное, был реализован не менее масштабно, чем проект «Шекспир». С большей достоверностью, и проект этот был проект Пушкин. И почему Пушкин? А вот потому что здесь. Употреблять слова про портупеи скорее уместно относительно пушки. Вот, собственно, такой разбор. Вот, собственно, такая история. Ну что, продолжим в следующей части. Продолжаем разгадывать Гамлета. Пасьянс складывается все дальше, но еще далек от завершения. Давайте сейчас посмотрим на Рейнальда. В прошлый раз мы говорили про Полония, Офелию, Лаэрта, и есть у Полония слуга. И этот слуга Рейнальда, он же должен отправиться вместе с Лаэртом в Париж, и его инструктирует Полоний, что там тебе надлежит разузнать все о Лаэрте, а для этого иди к людям, веди с ними беседы, и дает массу наставлений о том, как стоит себя вести, чтобы эти беседы были бы более продуктивные, но опять же по тексту пьесы с целью побольше узнать о поведении Лаэрта. Кто слуга Полония, которому надо вместе с Лаэртом вести разговоры и узнавать все о Лаэрте, и втираться в доверие к людям для того, чтобы разговорить их о Лаэрте. Поскольку мы имеем все взгляды на вот это явление свиток, то, конечно же, не обошлось без взгляда со стороны церкви. И этот взгляд, он принципиально важен, потому что церковь – это одна из реализаций вот этой идеи религии, когда для того, чтобы сохранить философию смысла, создаются не просто тексты, не просто аллегорически завернутое изложение. Вокруг этого создается целый институт религии, потому что без него этим текстом не выжить, они не смогут сами просто переписываться там людьми. Нужна и грамотность, и сохранение языка, и особый статус, и почитание, и какие-то деньги, и финансы, которые вокруг этого. Поэтому проект изначально подразумевает создание института религии вокруг этих текстов, которые должны нести эти тексты, бережно сохраняя все слово в слово. И вот Рейнальда, чье имя переводится «правило адвокатов», это и есть церковь, построенная вокруг этих текстов. Но лучше всего за себя, конечно, говорит за персонажа не мое объяснение, а сам шекспировский текст. Я сейчас зачитаю очень большой фрагмент, но он весь прекрасен для того, чтобы вы поняли,
что именно о церкви идет разговор, смотрите на это с точки зрения того, как церковь пытается зайти в дома к людям, как она ведет с ними беседы, как именно христианская церковь, все-таки это слуга Лаэрта, как христианская церковь пытается найти своих сторонников и что она пытается говорить о Христе. Ведь о чем обычно разговор? О том, что Христос есть Бог, который Бог, а Христос Сын Божий, но это Сын человеческий. И что Христос, Он такой же, как мы, что Он также страдает, как мы, что Он подвластен страстям, что Его искушали, и что Он и сам-то был вот близок к тому, чтобы просить Отца Своего Небесного, там чашу эту мимо пронеси. И что Он такой же вот как бы человек слабый, как и мы, но Он смог, а значит и мы сможем. Об этом идет существенная часть разговора христианской религии. Каждый раз разговоры о Христе, как разговоры о человеке, который пришел и сказал: смотрите-ка, не суббота, да, не человек ради субботы, а суббота ради человека. И читаю. Полоний. Хвалю. Так вот, сперва узнай, какие там есть датчане в Париже, и как и кто, на что живет и где, с кем водятся, что тратят, обнаружив при помощи таких обиняков, что сын мой им известен, вникни ближе. Ну так, чтобы это не было расспросом. Прикинься, будто с ним знаком немного. Скажи: я знал его отца, друзей, отчасти его. Следишь, Рейнальдо? Рейнальдо? Да, как же, господин мой. Полоний. А отчасти его. А впрочем, мало. Но слыхивал, что он большой буян. И то и сё тут на него возведи. Все что угодно. Впрочем, не настолько, чтобы обесчестить. Это берегись. Нет, так блаженные буйные проказы, с которыми, мол, юность и свобода неразлучимы. Рейнальдо. Например, игра. Полоний. Да, или пьянство, ругань, поединки, распутство. Можешь и на то пойти. Рейнальдо. Но это обесчестит, господин мой. Полоний. Да нет же, ты сам смягчишь все это. Ты про него не должен говорить, что он живет в безудержном разврате. Совсем не то. Представь его грехи так, чтобы они казались вольнолюбством, привычками горячего ума, дикарствами неукрощенной крови, чему подвластны все. Рейнальдо. Ну, господин мой. Полоний. Зачем так действовать? Рейнальдо. Да, господин мой. Хотел бы знать. Полоний. А умысел мой вот в чем. И думаю, что это способ верный. Когда его ты очернишь слегка, так, словно ведь затаскано немного, изволишь видеть, твой собеседник, если замечал, что юноша, которого ты назвал, повинен в вышеуказанных поступках, наверное, тебе ответит так: милейший, или друг мой, или сударь, смотря как принято у них в стране. И кто он сам? Рейнальдо. Так точно, господин мой. Полоний. И тотчас будет он будет. Что это я хотел сказать? Ведь, ей-богу, что-то я хотел сказать, на чем я остановился, Рейнальдо. Он ответит так: на друг мой и сударь. Полоний. Вот-вот. Ответит так. Да, он ответит. Так, с этим господином я знаком. Видал его вчера или на медне, или тогда-то, с тем-то, или с тем-то. И он как раз играл или подвыпил, повздорил с Залаптой. А то и так. Я видел, он входил в веселый дом, сиречь в бордель или что-нибудь такое. И видишь сам. Приманка лжи поймала карпа правды. Так мы, кто умудрен или дальновиден, путем крюков и косвенных приемов обходами находим нужный ход. И ты, руководясь моим советом, мне испытаешь сына. Понял? Нет? Рейнальдо? Да, господин мой. Вот так вот. Вот так вот описано функционирование церкви у Шекспира. По-моему, очень красиво. Ну что, еще один элемент нашего пасьянса. А теперь пойдем дальше. Есть замечательные персонажи. Это пират и матросы. Напомню историю. Когда Гамлет показывает спектакль, в котором разоблачает Клавдия, Клавдий решает отправить его в Англию и в Англии уничтожить. Он отправляет его на корабле вместе с Розенкранцем и Гильденстерном и дает тем последним письмо,
запечатанной печатью, в котором предписывается по прибытии в Англию английскому королю Гамлета обезглавить. Но дальше случается так, что, как говорит Гамлет, за нами увязался один настойчивый пират, крайне настойчивый пират. И они вступили в схватку, и в этой схватке пират захватил Гамлета. Гамлет перепрыгнул на корабль к пирату. А Розенкранц и Глинштейн остались дальше плыть и приплыли в Англию. Но еще до того, как появился пират, Гамлет подменил письмо и запечатал своей печатью, случайно оказавшейся вместе с ним, где написал о том, что надо этих ребят по прибытии убить, повесить. И вот пират. И потом пират, к удивлению, высаживает Гамлета, принца датского, на берег Дании, обратно, и, высадив, даже не требует с него выкупа, а только его сопровождают матросы, и он требует, чтобы письма, которые написаны, были доставлены королю Клавдию. Что за пират? Что в этих письмах? Зачем именно Клавдию должны достаться эти письма? Это остается за рамками. То есть все это объясняется в небольшом тексте, где Гамлет описывает вот эту странную историю. Что же происходит? Кто такой этот пират и кто такие эти матросы? И что за письма, которые должны быть доставлены Гамлету? Про что Гамлет говорит, что это справедливо, да? Был у него свой план, и он его реализовал. Почему именно Клавдию должны достаться письма? В истории свитка есть еще одни взгляды на этот свиток, которые тоже пройти мимо было невозможно. Конечно, сам свиток написан на иврите, консонантным письмом, но уже во II веке до нашей эры, практически сразу после написания текста на иврите, возникает его перевод на греческий. Перевод 70 мудрецов, 70 толковников, который называется из-за вот этой привязки к цифре 70 Септуагинта, перевод на греческий. А следом за этим появляется перевод на латынь, на второй язык Римской империи. Два языка в Римской империи – это латынь и греческий, два языка, имеющие равные хождения. И вот два перевода, которые на долгие годы, потом столетия остаются главными источниками, по которым мы знаем вообще про Библию. Потому как даже латынь, после того, как Римская империя исчезает, перестает быть разговорным языком, но сохраняется, потому что на латыни написаны как раз библейские тексты. И греческий. И вот существуют вместе с ним. И оба этих перевода делаются с масорецкого текста. Ну, точнее, как они соответствуют масорецкому прочтению. Масорецкое появляется позже, конечно, этих переводов, но уже само прочтение, оно существует изначально и передается. И эти переводы, они уже записаны не свитками, они уже записаны книгами. И тоже являются некими кораблями, ковчегами, которые несут этот текст. Вот, собственно, что такое перепрыгивание Гамлета на корабль к пирату. Настойчивый пират, который, как бы мы сейчас сказали, отпиратил этот текст. И, соответственно, сделал эти переводы. Но эти переводы точно так же буквальны. И вот эта буквальность заставляет эти переводы достаться Клавдию, который есть буквальное прочтение этого текста. И это и есть те письма, которые надо передать. И передать их должен Горацио. Горацио, сам пергамент, должен теперь превратиться в текст уже не на иврите, а он должен превратиться в текст на греческом или на латыни и стать еще одним кораблем, ковчегом, который несет это послание. Поскольку фрагмент о пиратах короткий, я его прочитаю. Горацио, когда ты это прочитаешь, устрой этим людям, а это письмо, которое доставили матросы, Горацио от Гамлета, устрой этим людям доступ к королю,
У них есть письма к нему. Мы их 2 дней не пробыли в море, как за нами погнался весьма воинственно снаряженный пират. Видя, что у нас слишком малый ход, мы поневоле облеклись храбростью, и во время схватки я перескочил к ним. В тот же миг они отвалили от нашего судна, таким образом я один очутился у них в плену. Они обошлись со мной, как милосердные разбойники, но они знали, что делают, я должен сослужить им службу. Позаботься, чтобы король получил письма, которые я послал, и отправляйся ко мне с такой же поспешностью, как если бы ты бежал от смерти. В этом тексте прекрасное все, но 3 акцента. Мы и 2 дней не пробыли в море. Разговор о том, о чем я говорил, что переводы были сделаны практически сразу после того, как появился сам библейский текст. Видя, что у нас слишком малый ход, распространение текста на иврите было практически ничтожно, потому что иврит – мертвый язык. Евреи, которые его хранители, да, этот текст несут, но христианская империя, христианство, которое распространилось, значит, по Римской империи, требовало текстов понятным, на понятном языке. Поэтому, чтобы распространение стало колоссальным, они были переписаны на греческий и на латынь. Видишь, что у нас слишком малый ход. Ну, а письма королю – это буквальное прочтение. И обратите внимание, что милосердный разбойник упоминается здесь. А может быть, кто-то смотрел видео и помнит, да, милосердного самаритянина, который помог тому, кого ограбил разбойник. Если помните смысл, да, что не помогай тексту, даже если ты думаешь, что он ошибочно написан, что он неправилен, потому что твое исправление этого текста, вот это милосердие, которое делается за счет другого прочтения, которое тебе кажется более уместным, это на самом деле зло, которое ты причиняешь. И вот этот пират оказался милосерден. Он поправил этот текст так, что он стал звучать так же, как и поправленный текст на иврите, то есть неправильно. Переводы на греческий и на латынь сохранили все те ошибки, которые есть в переводе, неправильно говорю, в прочтении, классическом прочтении еврейского текста, то, что мы называем масоретское прочтение. Теперь еще персонажи, которые чем-то похожи на пиратов, которые тоже пиратят этот текст и которые дальше с ним плавают. Есть актеры театра, актеры, которых представляет Розенкранц и Гильденштейн, странствующий театр, который когда-то был в городе, а потом начал свое путешествие по миру, и вот приходит в Эльсинор и ставит пьесу. Эту пьесу ставит ее Гамлет, дирижирует по греческим событиям, в которой отражается вся история Клавдия, и его брата, и убийство, соответственно, Гамлета, короля, и жена, и так далее. И интересно, что эти актеры лишились по своего постоянного места, и звучит, это я прочитаю. Розенкранц. Нет, их усердия идет обычным шагом, но там имеется выводок детей, маленьких соколят, которые кричат громче, чем требуется, за что им и хлопают прижестоко. Сейчас они в моде, и так чистят простор театр, как они его зовут, что многие шпагоносцы побаиваются гусиных перьев и едва осмеливаются ходить туда. Гамлет. Как эти дети? Кто их содержит? Что им платят? Или они будут заниматься своим ремеслом только до тех пор, пока могут петь? Не скажут ли они впоследствии, или если вырастут простых актеров, а это весьма возможно, если у них не найдется ничего лучшего, что их писатели им повредили, заставляя их глумиться над собственным наследием? Розенкранц. Признаться, немало было шума с обеих сторон, и народ не считает грехом подстрекать их препирательством. Одно время за пьесу ничего не давали, если в этой распре сочинители и актеры не доходили до кулаков. Гамлет, не может быть. Гильденштейн. О, много было раскидано мозгов. Гамлет. И власть забрали дети? Розенкранц. Да, принц, забрали. Геркулеса вместе с его ношей. Геркулес вместе с его ношей, земным шаром. Говорят, что такой плакат висел как раз на входе в театр «Глобус», где ставились все эти пьесы. Но кто такие эти актеры?
которые рассказывают ту историю, которая обнажает правду про Клавдия, правду про короля Гамлета, но рассказывая это, естественно, в аллегориях, и которые становятся странствующими актерами, на смену которым приходят некие дети. Для свитка актеры – это те аллегорические произведения, которые создаются на основе понимания аллегорий свитка, на основе понимания этих историй, и в которых свиток – это и есть центральный персонаж, и все остальное – это некие истории, взгляды с разных сторон. Да, собственно, что далеко ходить. Сам Гамлет – это и есть одно из произведений, это и есть одна из пьес, которые играют эти актеры. И эти актеры рассказывают всю историю. Но на смену им сейчас пришел другой театр. Этот другой театр – это история Нового Завета. Потому что сама история Нового Завета, где приходит Христос и дальше вся его вот эта там деятельность и казнь и воскрешение, это по сути аллегорическая история на мотивы Ветхого Завета. Это просто одно из колоссальных монументальных произведений, написанных вдогонку, как вот эта аллегорическая литература. И проект «Иисус Христос» со всей его историей, на самом деле это проект на уровне проект «Шекспир» со всем его набором произведений. И по сути от него не особо-то и отличимый. Вот это и есть тот молодой театр. А скитание их по миру – это то, что эти аллегорические произведения встречаются в разных народах, встречаются в виде сказок, народных сказок, в виде песен, в виде фильмов, сериалов, исполнителей, они встречаются везде, они существуют в огромном числе, вот этот театр все время ходит и дает свои представления. И что интересно, ведь этот театр не просто так ходит. Этот театр – один из ключевых моментов вот этого глобального замысла. А я напомню, в чем сам замысел. Когда придет понимание, когда придет Мессия, никто не поверит тем речам, о чем он говорит. Хуже того, у каждого из нас сидит вера. Это может быть вера в Бога или, наоборот, в то, что Бога нет. Но эта вера всегда в то, что нам привычно, то, что нам доказала вся наша жизнь. Если мы что-то принимаем без доказательств на протяжении долгого времени, оно становится настолько очевидным, что это вера. И любой разговор, направленный против нашей веры, вызывает сначала удивление, а если нам приводят какие-то доказательства, то отторжение и злость. Потому что любое покушение на веру – это покушение на нас, это страшно. Более того, чем убедительнее доказательства, тем сильнее озлобленность, с которой люди встречают то, что им пытаются объяснить. Этот человек говорит совершенно крамольные вещи, этого не может быть, потому что он даже тебя не слушает. Потому что ты покушаешься на самое святое, когда ты говоришь, что наука может ошибаться. Как же наука, это все, мы на ней выросли, смотрите, наука права здесь, здесь. Из этого не следует, что она права везде. Но человек вырос с верой в науку или с верой в церковь, которая, они же изучают этот текст там тысячелетиями, они не могут в нем не разбираться. Почему ты пытаешься говорить то, в чем ничего не понимаешь? Они только знают, что правильно. Любое покушение на веру – это страшно. И вера – это, может быть, здравый смысл в том, что история, вот она такая, как мы ее прочитали в учебниках, и любой, кто рассказывает, что в истории на самом деле все было совсем не так. Что история была написана многое, как аллегорические какие-то вещи, что истории царей, истории писаны, истории деланные, что многие истории – это мистификации. На него начинают смотреть как… Это даже не интересно. Потому что очень страшно, когда идет покушение на веру. Из-за этого любой рассказ,
Даже то, что я сейчас пытаюсь скромно на YouTube выкладывать, имеет очень малую аудиторию. И читал в комментариях, пытаюсь показывать другим, мне это нравится, мне это интересно, я пытаюсь показывать другим, но странно, никто даже не реагирует и не комментирует. Потому что идет покушение на веру. Потому что человек подсознательно понимает, что тут взрывают все его устои. Он не хочет это понимать. А отказаться от веры – это убить Хари. А убить Хари – это мучительный процесс. Он не происходит вот так вот по щелчку пальца. Он требует пройти предыдущие стадии, он требует подготовки, он требует действительно большой работы от самого себя. А как заставить людей эту работу сделать? И поэтому в этом проекте предусмотрена та армия, которая должна воевать. Это армия, которая названа, книга пророка Иезекииля, она названа Гог из земли Магог, что дословно свиток, выходящие из свитки. Свитки должны воевать. Тогда, когда это было 2000 лет назад, это были свитки, сейчас это книги, сейчас это уже и фильмы, сейчас это невероятное количество, в том числе и судеб людей, которые в своей биографии рассказали аллегорическую историю. Это и страшные какие-то вещи, войны, преступления, которые на самом деле рассказывают аллегорические истории. И когда станет понятно, что все, что нас окружает, это по сути матрица, нас окружает вымышленный мир, в котором мы не понимаем 99% происходящего. Мы слушаем с эстрады песни, мы танцуем под них, мы их обожаем, но мы не понимаем, о чем на самом деле эти тексты. Мы имеем кумиров, мы восхищаемся Высоцким, и мы не понимаем ни одной его песни. Но когда станет понятно, и когда от этого станет не открутиться, когда это будет не разглядеть, то именно эти произведения и послужат главным доказательством того, что когда идет речь о библейских текстах и о какой-то там философии смысла, то это не просто некий базар сумасшедшего, который увидел некое засмущавшее его явление и хочет теперь засмущать всех, а действительно это не пустой разговор. И описано, что все начнется, придет Мессия, обратится к церкви и обратится главным образом вот к этому Гогу. И начнет воевать Гог, и встанет он в армией своей, которая во главе с Гомером. И эта армия будет вести бой. А перед этим, еще до того, как придет Мессия, эта армия Гога захватит беззащитные города, так что они сами об этом не узнают. К тому моменту, к которому мы сейчас подошли. Вот эта аллегорическая литература, кинематограф и куча еще всего уже захватили весь наш мир. Они уже сидят везде, в виде сказок у каждого, в виде детских фантазий, в виде пословиц, поговорок, оборотов и речи, в виде всей нашей культуры. Причем это не только русская, это и английская, это мировая культура. У каждой страны, в каждом языке уже все плотно упаковано вокруг этого. Древние мифы, саги, фильмы, которые по ним сняты, сериалы, где они воскрешаются, все эти мстители, все супергерои. Мы окружены сплошными доказательствами. Это и есть та армия Гога, которая встанет на вот эту войну, и в этой войне она вся погибнет. Это значит, что все эти произведения, когда станут понятны их аллегории, должны будут умереть. И будет дальше сказано, когда Армагеддон, когда брат пойдет на брата, и будет вот эта война, и армия Гога выступит, и будет вся уничтожена, и тем самым докажет истинность Мессии. И будет дальше долина Гога создана на востоке от Иерусалима. А Иерусалим – это всегда аллегория свитка, который начинается с востока. И на востоке будет долина Гога, где будут похоронены все из армии Гога, и будут их собирать, и будут аккуратно хранить, чтобы никого не пропустить. Это и есть аллегорические произведения, которые надо будет от долины Гога, как описано там, путники, которые будут идти в Иерусалим, должны будут сначала остановиться в этой долине Гога. Перед тем, как начинать читать библейские тексты, которые сложны, и сложны до невероятности, надо будет
размяться на вот этих гораздо более простых аллегорических вещах, которые тебе докажут сам факт существования этих аллегорий, научат, как правильно эти аллегории использовать и читать, и тогда ты будешь готов для того, чтобы войти в Иерусалим. Но только театр. Что он делает в пьесе «Гамлет»? Он показывает историю, которая разоблачает то, что происходит с Гертрудой, то, что происходит с королем Гамлетом, то, что происходит с Клавдием. Он показывает, но показывает это не напрямую, а показывает это, перенося это действие в Древнюю Грецию. Так вот, это и есть те самые аллегорические произведения, которые нам рассказывают о том, что есть, и помогают Гамлету свершить свой план, при этом рассказывая это в завернутом аллегорическом виде. Вот театр, вот эти актеры. И одно из этих произведений, повторюсь, это Новый Завет, который надо воспринимать не как отдельную религию, а как просто театральное представление молодежи, которое одно из вот этих множества театральных представлений, которые за вот эти 1000 лет, которые прошли, были написаны в невероятном количестве. Вот такая вот получилась, наверное, немножко эмоциональная часть. Ну что, продолжение следует. Разгадка Гамлета. Идем дальше. В нашем пазле мы уже многие элементы поставили на свои места и уже, наверное, перешли Рубикон. Но наша задача – расшифровать всех персонажей Гамлета, без какого-либо исключения. И если пасьянс сойдется, мы будем полагать, что, возможно, мы правильно поняли авторский замысел. Итак, теперь такой персонаж Озрик. Интересный персонаж. Он появляется не с самого начала. Он появляется, когда возникает необходимость организовать дуэль Гамлета с Лаэртом. И этот Озрик приходит к Гамлету и начинает его уговаривать по поводу дуэли. И при этом у них странный разговор. Гамлет: покорно благодарю вас, сударь мой. И обращаясь к Горацио: ты знаешь эту мошку? Горацио: нет, мой добрый принц. Гамлет: тем больше на тебе благодать, потому что знать его есть порок. У него много земли и плодородной. Если скот владеет скотиной, то его ясли всегда будут стоять у королевского стола. Это скворец, но, как я сказал, пространный во владении грязью. Озрик близок к королю, и при этом Гамлет отзывается о нем столь пренебрежительно. Вот этот пренебрежительный отзыв Гамлета. И интересная деталь. Он спрашивает Горацио: знаешь ли ты Озрика? Тот говорит: нет, не знаю. Близок к королю, владеет многими землями, и при этом само имя Озрик переводится как богатство Бога или разнообразие Бога. Кто это может быть? Близок к королю. Король Клавдий. Буквальное прочтение. Многообразие, разнообразие Бога, которого Гамлет называет ничтожными именами и которого не знает Горацио. Есть все основания полагать, что речь идет о толкованиях, о банальных толкованиях Библии. Потому что сколько существует эта книга, столько есть тех, кто считает, что ее понял, и готов об этом рассказать всем остальным. И этот рассказ свой сопроводить
красивыми примерами, взмахами руками, красивой речью и стать проповедником, или своими проповедями делиться с остальными открывшимся ему откровением, почти как я. Но только эти рассказы ничего не имеют общего с реальным текстом, а реальный текст – это Горацио. И поэтому Горацио-то говорит, что я Озрика не знаю. Кто эти люди? Я не знаю этих толкований. Они не из этого текста, они не соответствуют ему. Они не пытаются объяснить все, не пытаются выстроить единую систему. Они выхватывают какие-то детали и начинают их объяснять. Да, Библия, говорят они, это огромный сборник всякой Богом посланной мудрости, и мы будем каждую строчку объяснять отдельно в отрыве от другой. Ребята, если идти по этому пути, конечно, родится невероятное количество объяснений, что такое Бог, кто Он и как его найти. Вот поэтому многообразие Бога, возможно, и отражает суть имени Озрика. И с этим Озриком есть интересный диалог. Гамлет. Сделайте из вашей шляпы должное употребление, она для головы. Озрик. Благодарю, ваше высочество, очень жарко. Гамлет. Да нет же, поверьте мне, очень холодно, ветер с севера. Озрик. Действительно, мой принц, скорее холодно. Гамлет. И все-таки, по-моему, очень душно и жарко для моей комплекции. Озрик. Чрезвычайно, мой принц. Так душно, как будто не могу даже сказать. Но, мой принц, его величество повелело мне уведомить вас, что оно поставило на вас большой заклад. Дело в том, принц Гамлет, я вас прошу, помните, понуждает его надеть шляпу. Озрик. Право же, мой добрый принц, мне так удобнее, честное слово. Его мнение меняется в процессе того, как к нему обращается Гамлет. Гамлет говорит одно, Озрик подтверждает, да, конечно. Гамлет говорит другое, Озрик, конечно, мне так удобнее с этой шляпой. Но это и есть тот самый классический пример, как вот эти банальные объяснения относятся к библейскому тексту. Они готовы вилять, как маркетанская лодка, и менять свое мнение. Здесь это так, а здесь это так. А здесь Библия говорит об одном, а здесь Библия говорит о другом. Они не пытаются связать вместе и выстроить, понять идею библейского текста, выстроить ее в единую какую-то последовательность. Они противоречат сами себе. Причем противоречат не только одни объяснения другим объяснениям, сделанных одним или сделанных другим, противоречат сами себе в каждом последующем предложении. Вот так вот устроены толкования. Те толкования, которых обилие и которыми так богата вот эта библейская тема. Вот еще один персонаж. Помечаем. Теперь два очень важных персонажа, без которых никак не мог обойтись этот текст. Это два могильщика. Опять же, напомню историю. Гамлет высаживается матросами на берегу после того, как его похищает пират, и отправляет письмо Горацио. И Горацио срочно приезжает к Гамлету, и там как раз они попадают могильщики, и могильщики готовят могилу. Потом мы узнаем, что это могила для Офелии, и там как раз придут все на ее похороны. Но до того, как придут, Гамлет будет сидеть с могильщиками и вести с ними пространные беседы. И вот эти могильщики, которые закапывают Офелию, это могильщики, которые... Вот лучше всего сказал Гамлет про этих могильщиков, обращаясь к Горацио. Он сказал, с этим народом надо держать ухо востро, а то пропадешь от двусмысленности. И, наверное, эта фраза ключевая в их понимании, как, собственно, еще и их имена. Казалось бы, имена у могильщиков. Могильщики – это могильщики, это же не Озрик, у которого есть имя, которое можно расшифровать. Это же не Гамлет, это же не сам Горацио. Но, оказывается, в оригинальном тексте Шекспира на английском языке они почему-то, к удивлению всех исследователей, называются не могильщики, они называются клоуны. То есть из того, чем они занимаются, предельно понятно, что да, они копают ямы, это могильщики, но называются они клоуны.
Удивительный парадокс. Ну и когда соберешь вместе все вот эти детали, то становится понятно, что именно могильщики и есть в этой пьесе это херувимы. А я напомню, кто такие херувимы или херувим. Херувим, почему вот это херувим или херувимы? Изначально на иврите описан херувим, но им это окончание множественного числа, ну или пары. И, соответственно, этих херувимов должно быть как минимум 2. А в русский язык он вошел в единственном числе, и поэтому, чтобы отразить его двойственность, приходится говорить херувимы, чем немножко грешим против оригинального произношения. Ну, собственно, наверное, само явление понятно. Но херувим никогда не бывает один. И у меня есть огромный материал, это не просто рассказ, это на сайте выложен текст, там сотня страниц, которые описывают природу этого херувима. И это же в книге у меня описано достаточно подробно. Природа херувима. Херувим – это и есть самый главный ключ к пониманию этого свитка. Свиток, 2 половины. На этих 2 половинах диски. На дисках загадочные рисунки. На этих рисунках звезда Давида и драгоценные камни, образующие такие кружочки, глаза. И если посмотреть на этот рисунок, то оказывается, что в этом рисунке 4 разных лица можно увидеть, а в зависимости от того, как эти лица отинтерпретировать, то это окажется лицо человека, лицо льва, лицо орла, лицо быка. И вот эти разные лица – это и есть принцип, когда мы смотрим на один и тот же текст, но можем в нем увидеть разный смысл. И Библия построена по принципу, когда есть одна строка, один стих. Но в зависимости от того, под каким углом мы на него посмотрим, в каком контексте прочитаем, мы можем прочитать 4 разных смысла одного и того же текста. Один – это поверхностный, когда мы вот что написано и воспринимаем за чистую монету, как это делает Узрик. И 3 аллегорических смысла, которые углубляются один в другой, сначала рассказывая нам, если про библейский текст говорить, там традиционный, сначала рассказывая нам о книге вообще, той, что мы держим в руках, и о том, как она устроена, как она читается, как она пишется. Потом о письменности, как она устроена, о ее принципах, о ее истории. И последний аллегорический уровень, хотя на самом деле можно еще и дальше увидеть. Текст прекрасен этим, но вот это классические уровни. И последний уровень – это мышление, принципы мышления, то, как человек устроен, как в нем рождается смысл. И поскольку все эти уровни взаимосвязаны, потому что книга недаром выглядит именно так и так устроена, она специально построена, чтобы попадать под вот эти аллегории со смыслом. И на ней проще это все показывать. Поэтому уровни – это не случайные 3 уровня вдруг совпали, а специально продуманные. Потому что и письменность, она отражает наше представление о мышлении, она отражает принципы нашего мышления. И хуже того, та письменность, которая была заложена изначально, когда люди придумали письмо фонетическое, но силлабическое, но иероглифическое, когда писали иероглифическими знаками, которые имели фонетическое прочтение, но при этом, если это корень, они сохраняли функции диаграмм, которые могли поменять свое значение в зависимости от контекста. Вот этот принцип самого письма, он очень хорошо ложился на объяснение работы мозга. И поэтому это письмо, хотя уже там появилось фонетическое алфавитное письмо, долгие 1000 лет сохранялось, бережно сохранялось, потому что в нем было не только само письмо как способ передачи, да, а в нем еще и было объяснение мышления. И на нем были построены огромные вот эти тексты, начиная от шумерских, аккадских текстов. Они все отталкивались от вот этого письма и на его примере объясняли. И расстаться с этим письмом, ну как и египетские иероглифы, расстаться было решительно невозможно. Потому что если это письмо умирает, пропадает вся вот эта огромная масса текстов, которые на примере именно письменности объясняют устройство мозга. Но это мы немножко отошли в сторону. И вот
эти рисунки, которые раскрывают тайну, эти рисунки, которые являются ключом к расшифровке, но они же являются ключами к тому, чтобы зашифровать текст. И вот этот херувим, у которого, как описано, да, в Библии было 4 крыла, 2 крыла сверху, 2 крыла снизу, они сходились, и было 4 лица, и были... Ну вот все, что описано в херувимах, это все описано половина свитка с его рисунками, с его ручками, с подробным описанием самого рисунка, с его поведением, что будет, если перематывать, поднимать, это все, вот там библейское описание. Ну и таких херувимы 2, вот они как бы слева и справа на крышке ковчега. Да, вот он свиток, и вот по херувиму с каждой из сторон. Но у херувима это, опять же, 2 диска, поэтому все идет во множественном числе. Но этот херувим позволяет создать аллегорический текст. У тебя будет внешний текст, а ты должен за ним увидеть еще одно лицо, еще один взгляд, еще один контекст, а может еще и не один, если посмотришь на него с другой стороны. Это принцип построения аллегорического текста. И поэтому к тексту, обращаясь к Горацио, это текст, к нему обращается Гамлет, что с этим народом надо быть поосторожнее, надо держать в ухо востро, потому что пропадешь от двусмысленности. Это и есть разгадка, данная открытым текстом. Это те ребята, которые создают двусмысленность. И именно они, их хоронят всякие тексты. Именно их функция сделать эти тексты аллегорическими, нечитаемыми, по сути, похоронить его. А поскольку аллегория всегда поверхности для чтения это была земля, если это глиняная табличка, значит мать сыра земля, если это пергамент, это все равно земля, на которой там может расцвести сад. И вот в эту землю они и укладывают всех персонажей, с которыми имеют дело, в том числе укладывают туда и Офелию. Вот они, какие замечательные. И при этом они всегда имеют ассоциацию. Когда их называют иносказательно, вспоминают об их замечательной функции. Они могут над тобой подшутить. Потому что за одним текстом, который ты читаешь, скрывается аллегория. И не одна, и вторая, и третья. И это и есть шутка херувимов, когда они берут и обманывают тебя, выдавая одно за другое. И поэтому родились такие персонажи шуты, которые королевские шуты, которые должны быть при короле. А что такое король? Аллегория короля, вот этот валик, вот этот диск, на диске вот эта звезда Давида, это же корона. И есть король, коронованный этой короной, это и есть свиток. И у этого свитка должен быть шут. И у шута должен быть шутовской колпак, напоминающий корону. А на шутовском колпаке должны быть обязательно бубенчики, шарики. Это и есть повторение вот этого рисунка. И обратите внимание, что только шут может говорить королю правду. Потому что только херувим, только вот это аллегорическое прочтение знает правду про этот текст. И позволяет этот текст расшифровать так, как он должен быть расшифрован. И поэтому в культуру плотно были, не вошли, говорят, потому что вошли сами, нет. Были как раз в результате вот таких проектов наподобие Гамлета внедрены персонажи, шуты скоморохи на ярмарке, вот эти шутники, Джокер в карточной колоде, Джокер, который может оказаться любой картой, это тот же самый херувим. В зависимости от того, что тебе надо, он может обернуться любой другой картой колоды. Джок шутка по-английски, поэтому Джокер это шутник. Так вот, именно поэтому у Шекспира могильщики названы. Клоуны – это и есть еще одно имя херувимов. Итак, а теперь Йорик. Тот Йорик, череп которого Гамлет и могильщики находят, и которого, помните, Йорик, бедный Йорик, да? Мы смотрели это в Ералаше, мы все хорошо помним. Давайте очень аккуратно. Еще раз. Могильщики – это херувимы. Херувим, по библейскому определению,
Это сам свиток, половина свитка, с диском, который закрывает, бережет его, и рисунком на этом диске, и ручкой валика. И вот две половины свитка – это два херувима, и они вращаются, когда мы берем и перелистываем свиток. Поэтому они клоуны. Клоун, который постоянно изображает какие-то движения, перевороты через себя – клоуны. А дальше Йорик. И этот Йорик, он, оказывается, королевский шут. Оказывается, его хорошо знали могильщики. Этот Йорик воспитал когда-то Гамлета. Давайте обратимся к тексту. Первый могильщик. Чума его разнеси, шалопая сумасбродного. Он мне однажды бутылку Ренского на голову вылил. Вот этот самый череп. Сударь, это череп Йорика, королевского шута. Гамлет. Этот? Первый могильщик. Этот самый. Гамлет. Покажи мне. Берет череп. Увы, бедный Йорик. Я знал его Горацио. Человек бесконечно остроумный, чудесный выдумщик. Он 1000 раз носил меня на спине. А теперь, как отвратительно мне это себе представить. У меня к горлу подступает при одной мысли. Здесь были эти губы, которые я целовал сам не зная сколько раз. Где теперь твои шутки, твои дурачества, твои песни, твои вспышки веселья, от которых всякий раз хохотал весь стол? Ничего не осталось, чтобы потрунить над собственной ужимкой? Совсем отвисла челюсть. Ступай теперь в комнату к какой-нибудь даме и скажи ей, что хотя бы она накрасилась на целый дюйм, она все равно кончит таким лицом. Посмеши ее этим. Херувимы. Вся конструкция. Диск с его рисунком, пергамент свитка. И есть непосредственно сам рисунок. Рисунок на диске, звезда Давида с вот этими кружочками глазами, которая и несет в себе ключ к пониманию этого текста, который его шифрует, который делает его тем, что он есть. Вот это и есть Йорик. Он же в переводе земледелец. Этот Йорик и создает вот эту землю свитка. Он ее и вспахивает. Благодаря ему эта земля и рождается. И то, что мы видим, это круглый диск с этим рисунком. Это и есть череп с его острыми чертами и с его глазницами. Этот череп, этот Йорик, помните, мы говорили, да, клоуны, шуты, как придворные, это и есть теперь уже не клоун, который крутится, это уже теперь шут. Тот самый, кто может сказать королю правду. Тот самый, который веселый, который озорничает и который может превратиться в Джокера. И вот этот Йорик, посмотрите теперь, что он делает, да? Про него могильщик, Херувим, говорит, он бутылку Рейнского вылил мне на голову. Голова Херувима – это тот же самый диск. Бутылка Рейнского – это пьянящее вино, от которого начинает троиться в глазах. Двоиться, троиться, четвериться в глазах. Вот этот рисунок, который создает многозначность, который в зависимости от того, как на него посмотришь, дает разные лица. Это и есть та бутылка Рейнского, которая вылита на голову могильщика. И он, как говорит Гамлет, был остроумный, чудеснейший выдумщик. Он 1000 раз носил меня на спине. Конечно, весь текст свитка, он по сути покоится на спине вот этого Йорика. И он 1000 раз носит его на спине, и он веселит его, бесконечно остроумный человек, он веселит теми шутками, которые он создает, потому что когда
текст кто-то читает буквально, а ты знаешь те аллегории, которые за ним стоят. Ты воспринимаешь это как крайнюю степень остроумности, когда действительно можно такими красивыми фразами было создать такую многогранность, такую игру смысла. Ну, это невероятный озорник. И вот этот Йорик, и удивительная фраза про него. Иди к какой-нибудь даме, совсем отвисла челюсть, ступай теперь в комнату какой-нибудь даме и скажи ей, что хотя бы она накрасилась на целый дюйм, она все равно кончит таким лицом. Посмеши ее этим. Какая-то дама – это и есть свиток, который взял и накрасился вот этим поверхностным смыслом. Но если этот поверхностный смысл снять, то обнажится вот это лицо Йорика. А теперь подумайте, где вы уже видели Йорика и видели его неоднократно. Если вы возьмете любую икону распятия, то под иконой вы увидите всегда одно и то же. Либо лежащий, либо закопанный глубоко в земле череп. Вот этот череп – это и есть череп Йорика. Он всегда обязательно присутствует вместе с Христом. Более того, само распятие произошло на Голгофе. А Голгофа – это череп. Так переводится это название. Иначе говоря, сам свиток со всей его деревянной конструкцией, то есть Христос, который на вот этом деревянном кресте, он успокоится на черепе, то есть на вот этом рисунке Херувима. И есть еще одна особенность, почему это всегда череп, почему это всегда землепашец. Изначально все эти идеи были реализованы в шумерских мифах. И шумерские мифы – это на глиняных табличках специальной палочкой выдавленные письмена, что в аллегорическом прочтении очень часто сравнивалось с возделыванием земли. Поэтому землепашец – это одновременно и текст на этих глиняных табличках. И там была сформулирована вот эта идея многозначности, которая была там идеальнейшим образом реализована. Поэтому в ковчег завета, то есть в сам свиток, надо было положить, так Бог сказал, каменные скрижали. Вот это и есть те самые шумерские глиняные таблички, которые лежат в основе ковчега завета, то есть вот этого свитка. И сам свиток опирается на эти глиняные таблички, которые лежат под ним. Поэтому одновременно и череп Йорика – это и отсыл вот этим глиняным табличкам, где уже все это есть, которые были невероятно остроумны. Когда читаешь эти тексты, они потрясающие. И есть поучение Шрупака, остроумнейшие, я уже не говорю про вообще сам комплекс текстов, а есть просто отдельно сборники афоризмов. Случилось невероятное. Никогда такого не было. И вот жена пукнула в объятиях мужа. Потрясающие афоризмы. И вот этот череп – это одновременно и те самые каменные скрижали, которые есть рецепт создания вот этой многозначности, на которой покоится Голгофа, крест, распятие. Весь этот свиток. Поэтому к Йорику такое особое отношение. Поэтому он и воспитал Гамлета. Без него и не было бы Гамлета. И могильщики, которые говорят про вылитое на голову ренское вино. Это был важный момент, это были важные персонажи, но впереди у нас есть еще интересные события. Готовимся к следующей части. Продолжаем штурмовать Гамлета. Наш пасьянс, наша мозаика почти сложилась. У нас остались несколько очень важных и очень интересных персонажей. Смотрите, вот он, старый норвежец. Напоминаю сюжет. После того, как Гамлет победил Фортинбраса, по условиям их поединка к нему отходит
полностью все. Победитель забирает все. Дания и Норвегия. И молодой Фортинбрас хочет оспорить это и хочет вернуться. И мы уже знаем аллегорию Фортинбраса, мы уже говорили о том, что означает его возвращение, но при этом есть старый норвежец, брат старого Фортинбраса, короля Фортинбраса, который погиб от руки Гамлета. И к этому старому норвежцу отправляют 2 послов. И эти послы должны с ним провести переговоры. Они возвращаются, говорят, нам удалось убедить старого норвежца. Он обратился к Фортинбрасу и напомнил ему об условиях договора. И тот согласился, да, что надо тот договор соблюдать. И отказался от планов по нападению и пошел на Польшу. Так вот, кто же такой старый норвежец, который не называется по имени, и который смог убедить Фортинбраса о том, что надо отказаться от планов захвата? Очень красивая, очень интересная аллегория. Старый норвежец. И что сказал на самом деле старый норвежец Фортинбрасу? О том, что нельзя нарушать заключенное соглашение, о том, что надо следовать этому соглашению, о том, что безусловное соблюдение этого соглашения должно быть неоспоримо и нерушимо. И тот внял его доводом, согласился с ними и согласился следовать этому соглашению. И это был старый норвежец, брат того Фортинбраса, которое явное изложение философии смысла. Явное изложение, которое имеет брата. И этот брат остается, он не погибает. И этот брат может убедить Фортинбраса не приходить, не возвращаться, пока не наступило его время. Не приходить, пока не наступило время. И вот теперь мы должны вспомнить еще об одной части всей этой истории. Я специально не торопился с записью Гамлета, рассказывая о других вещах, в том числе рассказывал о греческих мифах, о зодиаке, который описывает цикл вот этой философии смысла, ее исчезновения и ее возвращения. А еще это все заложено и в шумерских царских списках, где список шумерских царей, которые правят по очереди, это есть аллегорический рассказ о тех стадиях, которые будет проходить общество на пути от смысла к полному закону, до маразма закона и до возвращения обратно смысла. И это же рассказывается, оказывается, и в Нипурском календаре. И это же история, это история звездного каталога восточного Мулапин, где путь Луны, который описывается, это по созвездиям, именами тех созвездий, повторяет полностью рассказ об этой истории. И я уже говорил, что удивительным образом, ну а еще надо вспомнить египетских фараонов, как их звали, и пирамиды, и мы увидим всю ту же историю. Так вот, я уже рассказывал, наверное, я писал это в статьях, а сейчас настало время сказать об этом, что вообще-то астрология – это не некая лженаука, которой гадание на кофейной гуще. Возьмем звезды, как они разложились, и предскажем, что было, что будет. Что астрология – это великая наука, которая была великой наукой, а сейчас абсолютно опошлилась, потому что изначально астрология – это был рассказ о том, как будет развиваться человечество. И астрология сначала не предсказывала судьбы отдельных людей, она предсказывала судьбы народов и судьбы царств. Что астрология? Что такое астрология? Люди вычислили цикличность развития общества. У Эзека Азимова в основании это называется психоистория. Когда, ориентируясь на статистику, которая на большом числе никогда не врет, которая всегда в итоге приходит к тому, что, оказавшись в одинаковых обстоятельствах, люди себя и ведут одинаково. А вот то, что за обстоятельства и как одни меняются другими, это и есть основа этой психоистории.
И Айзек Азимов рассказывает не некую фантастическую историю, а ту самую, которая была вычислена еще там тысячи и тысячи, многие тысячи лет назад. А записана первый раз была шумерами. И вот эта история, которая ими была записана, она рассказывает всю цикличность развития. А потом эта цикличность была сопоставлена с цикличностью того, как меняются времена года, ну и, соответственно, того, как Солнце проходит свой путь, не ежедневный, когда вращается Земля, а по небесной сфере. Солнце, двигаясь по небесной сфере, проходит по пути, который мы знаем как эклиптика. И, кстати, Луна проходит по тому же пути. То есть Земля вращается, и нам кажется, что двигается Солнце. Но та точка, где сегодня находится Солнце, неподвижна относительно звездного неба. И медленно-медленно, на полградуса, на 1 градус в день, Солнце смещается по небу, описывая среди звезд некую траекторию, еще раз повторюсь, эклиптику. И тогда люди выделили на звездном небе созвездия и дали этим созвездиям те имена, которые описывают то положение Солнца, которое соответствует вот этой цикличности его пути, ну а на самом деле даже не столько Солнца, сколько цикличности пути Луны, когда она проходит по вот этим созвездиям, повторяя одну и ту же вечную историю от заката до рассвета. Поэтому появились такие имена созвездий, поэтому появились такие легенды, если мы говорим про греческих персонажей, греческие мифы, которые описывают вот тех, кто попал в этот зодиакальный путь, и тех, кто рядом с этим зодиакальным путем. Они все рассказывают ту самую историю вот этого великого цикла. И поэтому оказалось, что теперь можно, глядя на небо, понимая, где сейчас находится Солнце, предсказать, как будет развиваться история дальше, куда она пойдет и когда, что случится. Главное только было понять, где ты находишься сейчас. И не по реальному Солнцу, не по календарной дате, а по той аллегорической дате, когда ты, анализируя состояние общества, понимаешь, где, в каком месте ты сейчас живешь. И поэтому астрологи, которые были всегда при царских дворах, это были те ученые, которые понимали этот цикл. А он был записан на, еще раз, звездные каталоги Мулапин, шумерские царские списки, которые были на глиняных табличках или там призмах, они и описывали всю эту историю. И астрологи, зная, где сейчас, понимая, что творится вокруг, могли по вот этой астрологической карте предсказать, что будет дальше. И был не один только великий цикл, а было еще множество мелких подциклов, которые рассказывали, как будут развиваться события внутри какого-то глобального цикла. То есть главный цикл – это 8 шумерских царей, которые сменяют друг друга. И каждый вот это вот подцикл, смена от одного к другому тоже сопровождается определенным циклом, поэтому есть дальше дополнительные все эти циклы, рассказы, имена. Но это наука астрология. И она наука точная, она не нарушается. Человечество каждый раз проходит через один и тот же цикл, наступает на одни и те же грабли, попадает в один и тот же потоп, все повторяется, нет ничего нового в этом мире, да, все уже было. Почитайте «Экклезиаст», да, все красиво там изложено. И вот, есть брат того самого Фортинбраса, понимание всей этой философии смысла. Брат Фортинбраса – это и есть предсказание цикличности истории, которое тоже было явно сформулировано, но перешло в гороскоп, перешло в астрологию. И эта астрология сохранилась, она осталась жить, она была всегда. То есть, когда сама философия смысла исчезла, астрология и астрологи, которые при дворах, помнили это и все равно продолжали существовать. Старый норвежец – это астрология, брат Фортинбраса. И этот старый норвежец знает законы развития, знает, что зачем следует, знает, когда наступит время для того, чтобы вернулась философия смысла, когда вернулся Фортинбрас. И если еще это время не наступило, то он единственный, кто, зная законы развития, может сказать об этом Фортинбрасу, и тот его вынужден будет послушать и отложить свой захват Дании. Вот он, кто такой старый норвежец. Давайте пометим, что мы теперь поняли
разгадку старого норвежца. И вспомним о послах, которые Вальтимант и Корнелий. Послы к старому норвежцу, про которых, кстати, интересно сказано, что, отправляя их, им говорится: причем мы вам дадим не больше власти в переговорах с королем, чем здесь дозволено статьями. Добрый путь. Они не вольны. Им строго предписано, и они имеют имена. И имена. Вальтимант переводится «придворный», Корнелий переводится «рогатый». Придворный и рогатый. И вот эти придворный и рогатый могут, оказывается, разговорить старого норвежца и его в чем-то убедить. Цикличность описана в шумерских мифах. Она описана в первая ее запись красивая, это шумерский царский список. Хотя, может быть, не первая, не Пурский календарь, но это все записи об одном и том же. Но записано там это не прямым текстом, записано там это, даже я бы не сказал аллегориями, там это записано хитрее. В шумерской записи есть имена царей, имена городов, где они правили, и эта запись делается иероглифическим письмом. Клинописью выписываются иероглифические знаки, которые при фонетическом прочтении дают имя соответствующего правителя. Но несколько знаков, которые фонетически прочтя, ты получаешь имя правителя, могут быть прочитаны и иначе. Каждый знак может быть прочитан как идеограмма, как отдельное слово, и тогда это имя превращается в предложение. И ты читаешь это предложение, и оно-то тебе и рассказывает о том месте, о той стадии, где ты находишься. И секрет вот этого увидеть в одном совершенно другое, а еще увидеть даже не один смысл, а несколько таких смыслов. Вы понимаете, что речь идет о херувиме. Том самом херувиме, который имеет 4 лица, напомню, да, библейский херувим, вот этот рисунок на диске, 4 лица, лицо человека, лицо орла, лицо льва, лицо быка. И там это 4 стилизованных изображения, где есть нос, который он же там и морда льва, и он же там рога быка, и 2 глаза. В зависимости от того, как мы отинтерпретируем, мы получаем 4 разных изображения. Так вот, точно такой же херувим, который был предшественник вот этого библейского херувима, был у шумер. Он был у аккадцев. У аккадцев он назывался Шеду, а у шумер назывался Алат. И это был абсолютно такой же херувим, который был ключом к тому, как прочитать вот эти зашифрованные клинописные тексты. И его-то как раз, вот этого шумерского херувима, и отправляют туда, к этим шумерским текстам, каталогу звездному Мулапина или там шумерскому царскому списку, для того, чтобы он расшифровал вот это предсказание. А кто этот херувим? Шеду, Аллат, знакомьтесь, вот он. Это знаменитые вот эти ассирийские, как их называли одновременно, быки с человеческими головами. Но они хитры. Посмотрите. Человеческая голова, крылья орла, ноги быка и то, о чем очень часто забывают, тело льва. Потому что на теле изображена четко растительность, та шерсть, которую никогда не бывает у быков, но ровно такая шерсть всегда на изображениях львов. Поэтому 4 зверя в одном. Тело льва, ноги быка, крылья орла, голова человека. Это те же самые звери, которые на диске, и это лица херувима. Может это быть совпадением? Нет. Это не совпадение, это изначальный замысел. То, что шумеры изображали таким образом, потом очень красиво было перенесено на диск с сохранением даже тех же самых сущностей. И при этом подсказка. И в Шеду подсказка. Обратите внимание, что у него 5 ног.
И эти 5 ног не для того, чтобы создать какое-то впечатление, не для того, чтобы удивить или напугать. Они создают какую вещь, что если ты смотришь на Шэду прямо, ты видишь его стоящим. А если ты смотришь на него сбоку, ты видишь его идущим. И это подсказка, это четкое указание о том, что ты по-разному увидишь этого Шэду в зависимости от того, с какой точки зрения, под каким углом ты на него посмотришь. А это и есть четкая формулировка идеи Херувима, идеи философии смысла, что то, что ты видишь, зависит от того, с какой позиции ты на это смотришь. И поэтому, смотря куда упадет твой взгляд на этом шэду, ты увидишь один из этих четырех образов. Вот по этому шэду. Ну, вы скажете, это я загнул, да? А доказательство-то где, что именно это и имелось в виду? А тут все значительно проще. С доказательствами тут все совсем хорошо. Мало того, что нету прав у них действовать, кроме как в соответствии с теми полномочиями, которые даны, Херувим, вот этот шэдо, он не придумывает историю сам. Он позволяет только прочитать то, что уже записано. Но это не доказательство. Это такой штришочек к портрету. А доказательство очень простое. Всегда вот эти шэдо стояли в порталах царских дворцов и были рогаты. Поэтому рогатый и придворный. Шэдо всегда был рогатым и всегда был придворным. Если, кстати, вы где-то встретите кого-то, живущего во дворце, то помните, что, скорее всего, речь идет как раз о Херувиме не просто, а именно о Шэдо. Вспомните Дракулу Брэма Стокера, да, где была богатая девушка влюбленная, которая влюбилась в Дракулу, которая жила в роскошном доме. Вспомните Маргариту, мастера Маргарита. Муж Маргариты совершил некое изобретение, от чего был властью обласкан и был очень богат. И она жила вместе с ним во дворце. Так вот, 2 придворных, которых отправляют послы, это Шэдо. Ну что, нам осталось совсем чуть-чуть. Оставим это чуть-чуть для следующей части. Ну вот мы и подошли к финальной части разгадки Гамлета. Из всего нашего пасьянса нам осталось посмотреть на английских послов и на Розенкранца и Гильденстерна. С них мы, кстати, начинали наш рассказ, и им мы его закончим. Кто они, эти 2 друга детства Гамлета, которые учились вместе с ним? Они приходят вместе с английскими, Фортинбрас приходит вместе с английскими послами, и английские послы докладывают о том, что Розенкранц и Гильденстерн повешены, так как это и было предписано тем текстом, который был запечатан Гамлетом. И было это все в Англии. И кто же они такие? Розенкранц – корона из роз. Гильденстерн – золотая звезда. Говорят вам о чем-то эти названия, нет? Заговорят. Ведь посмотрите, мы говорили о том, что разгадка Гамлета – это одновременно и разгадка тайны Шекспира. Кто был Шекспир и что вообще скрывается за именем Шекспир? И вот есть Розенкранц и Гильденстерн. И эти 2 товарища, друзья детства Гамлета, повторюсь, которые с ним изначально, и которые должны погибнуть, когда погибнет Гамлет. Кто такие? Розенкранц, Гильденстерн.
корона из роз и золотая звезда. Корона роз, корона из роз. И Гамлет пишется, это 1600 год. И вот 1600 год, 1601, никто точно не знает, первая премьера вроде как 1601 год. А спустя буквально несколько лет, 1607 год и начинается дальше, захватывает мир движения. Появляются тексты, которые ложатся в основу некого движения. И движение это называется розенкрейцеры, которые переводятся точно так же. Розенкрейцеры. Неужели Розенкранц, имя, которое придумал Шекспир, и которое до этого никто особо-то и не знал, и вдруг возникшие розенкрейцеры – это разные вещи, никак с собой не связаны. А я подозреваю, что это части одного проекта. А кто такие розенкрейцеры? Согласно Википедии и то, как описывали свое учение сами розенкрейцеры, их учение построено на древних эзотерических истинах, которые скрыты от обыкновенного человека и обеспечивают понимание природы, физической вселенной и духовного царства. А вас не удивляет, что я сейчас сформулировал в точности те моменты, о которых мы говорили во всех предыдущих наших рассказах о библейских вещах, что Библия – это и есть описание принципов, по которым устроен окружающий наш мир, что такое явления, которые нас окружают, что такое смысл этих явлений, как они вообще появляются, и что появляются понятия, которые соответствуют этим явлениям, и эти понятия – это суть отражения этих явлений в сознании человека, в духовном мире человека, и что смысл рождается там, и как рождается это. Ровно об этом и говорится здесь древние эзотерические учения, которые рассказывают о том, как устроена Вселенная и как устроен внутренний мир человека. Да, это и есть те, кто знал о том, что скрыто в этих текстах. И вот тот, кто знал, что скрыто в этих текстах, он как раз и нес эти знания дальше, но как знания тайные, потому что рассказывать о них бесполезно. Рассказывать бесполезно, я уже повторял, даже в этом цикле, что если человеку неподготовленному вывалить весь вот этот материал, то даже огромное число удивительных совпадений, когда 157 раз, без исключений подряд, выпадет орешка, ничего не докажет и вызовет скорее оторопь, удивление и даже внутреннее отторжение, потому что будет противоречить всему, что ему известно, привычно и понятно в этом мире. И поэтому нельзя просто так прийти и выплеснуть вот эту философию смысла. Она будет не понята, отвергнута и, более того, уничтожена. И поэтому всегда были тайные общества, которые несли эту философию, которые, собственно, и создавали все вот эти тексты. Которые создавали эти тексты, которым мы и обязаны самому написанию библейских, религиозных текстов, тех, которые еще были до Библии, созданию греческих мифов. Поэтому эти два друга детства – это и есть те тайные общества, которые хранили эти знания, которые и написали этот свиток. Сейчас я говорю уже про свиток Торы, про Ветхий Завет. Поэтому они и есть его друзья детства. Поэтому они и призываются, когда он сходит с ума. И призывает их как раз Гертруда. И они сопровождают Гамлета, они открываются Гамлету, они не врут с Гамлетом, они обязаны погибнуть вместе с Гамлетом, потому что любое тайное общество существует только до тех пор, пока оно остается тайным. Когда становится понятно, когда эта тайна становится уже доступна всем, теряется и смысл этого тайного общества, теряется вообще все, что с ним связано. Но их двое. Есть же еще золотая звезда, Гильденстерн. Исторически сложилось, и то, что мы знаем, а мы эти тайные общества встречаем в разные времена, они назывались по-разному, но, наверное, самые яркие названия
Ну, сейчас мы знаем это больше под словом масоны. А до этого 1099 год, крестовые походы, и появляется орден, который мы знаем как госпитальеры. И вот этот орден госпитальеры, который декларирует, что есть в Иерусалиме госпиталь, и путники, которые пришли туда паломниками на Святую Землю, могут заболеть, и, соответственно, задача этого ордена – охранять этот госпиталь и охранять путников, и давать им исцеление там, на Святой Земле. А позже, спустя там совсем немного лет, появляется второй орден, который орден рыцарей храма Соломона, темпл, храм, который мы знаем как тамплиеры, бедные рыцари, которые ставят другую цель. И цель – это сопровождать и охранять путников, идущих туда, на землю обетованную, идущих в Ханаан. И вот эти две организации – это и есть еще одна реинкарнация вот этих тайных обществ. И вот те, которые были созданы первые, которых мы знаем как госпитальеры, они же потом оттуда переезжают. И одно из мест, где они останавливаются, это Мальта. И они сейчас существуют, этот мальтийский орден, он никуда не делся. И их главный символ – это звезда. Причем, как правило, золотая звезда. Золотая мальтийская звезда. Вот поэтому одни золотая звезда, а другие розенкрейцеры. И вот они-то, эти два ордена, это и есть две основные группировки вот этих тайных организаций, которые очень во многом определяют дальше ход истории и реализацию подобного рода проектов. Когда я говорю подобного рода, это я говорю о шекспировском проекте. Что это за организации? Вы знаете, ведь аллегорических историй очень много, и проектов, причем долгоиграющих, очень много. И вспомните Лукьяненко. Цикл про дневной и ночной дозор. Две организации, которые владеют какой-то магией, могут колдовать, владеют тайными древними знаниями, и которые следят за тем, чтобы поддерживался баланс, и следят за тем, чтобы мир существовал, и ведут его куда-то к какой-то цели, ведя свои невероятные игры, выискивая иных. И если появляется какой-то иной невероятной силы, то надо его склонить на ту или иную сторону, и вокруг этого идут огромные баталии между вот этими темными и светлыми, как они там называются. Когда появляются иные огромные силы, это появляются таланты, появляются великие писатели, музыканты, художники. И вовремя, в юношеском возрасте еще заметить этот талант и инициировать его, взять под свое крыло либо одни, либо другие. Вот, короче, хотите понять систему взаимоотношения вот этих двух тайных обществ, читайте «Дозоры», все, что там, это и есть рассказ о системе существования Розенкранца и Гильденстерна. Иные, как пишет Лукьяненко, книги-то читают не так, как мы. Они их читают через сумрак, а в сумраке несколько слоев. И книгу всякую надо читать через сумрак, и если у твои способности велики, ты можешь погрузиться дальше, чем первый уровень сумрака, на второй, на третий, а иногда. А если ты пройдешь все уровни сумрака, то выйдешь обратно и окажешься в нашем реальном мире. Потому что эти уровни сумрака и описывают наш реальный мир. А сами эти уровни сумрака – это аллегории, которые стоят за текстом. И когда ты смотришь вообще на вот этот мир, окружающий нас, как Лукьяненко пишет, через сумрак, то ты смотришь просто на архитектуру городов, на происходящие какие-то события, на какие-то истории наподобие жизни Шекспира и так далее, не в прямом прочтении, а через знание системы аллегорий. И видишь тогда истинное положение вещей и истинный ход событий. Иные на все, чтобы понять, смотрят через сумрак. Вот так вот устроена эта история. И поэтому есть друзья детства, которые создают этого Гамлета и которые погибают вместе с ним, когда наступает момент и когда приходит Фортенбрас. И они должны быть повешены в Англии, и должны явиться английские послы. А что такое Англия? Хороший повод понять масштабность проектов, которые реализуют вот эти тайные общества.
Ведь подумайте, если в Египте, я, конечно, это сейчас говорю не доказательно, но я как бы закидываю некую такую зацепку. Великие пирамиды, все пирамиды, которые были построены, не только великие, там 3 в Гизе, да, все пирамиды, и фараоны с их историей, которую мы знаем, которая сохранилась, и рассказы вокруг этих, и религия, это все построено вот этими хранителями. Они же прогрессоры. Вы представляете масштабы того, что они могут сделать? Когда строятся когда история шумерских царей на самом деле это аллегорическая история. И захоронение шумерских царей – это аллегории. Когда зиккураты колоссальные строятся как аллегории. Масштабность проектов, которые они могут реализовать. Когда есть Китай, Великая Китайская стена, когда есть терракотовая армия. Нет, об этом буду говорить отдельно, но все это тоже звенья этого проекта. Вы представляете масштабность этой истории? И вот Англия, которая удивительным образом остров, который плывет в океане, владычица Англия, владычица морей. И свиток Левиафан, который плывет в океане до момента, пока будет понят, плывет в море. Да? И Англия, которая всегда состоит из 2 частей. Мы в школе учим, да, Королевство Великобритании и Северной Ирландии, да, которые одно поменьше, другое побольше. И они всегда должны враждовать, но при этом всегда должны жить вместе. 2 валика, большой и маленький тащит на себя в текст, и это будет всегда. И их вот это совместное существование, при этом постоянная рознь, которая неизбежна. И все это скрепляется королевской властью. А король, корона, свиток и история английских королей. И кого же мы знаем? Кто описывал эту историю достаточно подробно? Надо же, Вильям Шекспир. Берусь утверждать, что и биография английских королей, то, как мы их знаем, это истории, построенные аллегорически. И сама Англия – это страна, по сути, аллегорий. Англия – страна ангелов. А кто такие ангелы? Ангелы – это херувимы, это и есть 2 половины свитка с рисунками на них, с пергаментом, который крылья. Подождите, я только что сказал, Англия состоит из 2 частей. Так она поэтому и Англия, что это страна ангелов, страна 2 вот этих херувимов. Поэтому, конечно, приход английских послов – это и есть аллегория того, что приходит вот этот свиток с его пониманием. Он приходит одновременно с Фортинбрасом. Приходит Фортинбрас понимание философии смысла, и приходят английские послы. Англия становится понятной, понятна ее суть, ее природа, понятен этот свиток, понятен его текст. И должны умереть тайны общества. Смысл их теряется, но останутся тексты, останутся произведения, которые ими созданы. И это, я уже говорил, будет долина Гога, где все они будут похоронены, повешены. И будет эта долина Гога, да, существовать как память о их великих деяниях. Но только когда мы узнаем о всех их деяниях, вот тогда-то мы на эти оценки посмотрим и дадим им вот эту взвешенную оценку, стоило оно того или нет. Потому что многие чудовищные вещи, которые мы сейчас знаем, это тоже дело рук вот этих прогрессоров. И я не буду сейчас называть все их деяния, иначе у вас взорвутся мозги. Но многие из них, поверьте, чудовищны. И не знаю, можно ли найти оправдание этой чудовищности. Человечество живет так, что если ты живешь слишком спокойно, и если нету каких-то внешних воздействий, ты деградируешь. И выйти из этой деградация может продолжаться очень долго, и только когда уже ты дойдешь до дна, тогда тебе придется это понять, взорваться. Но иногда можно ускорить этот процесс. Когда приходит какая-то чума, нужно сделать прививки перед приходом чумы. И прививка позволит тебе встретить чуму подготовленным. И иногда для того, чтобы ты
был готов к большим неприятностям или скорее пережил болезнь, тебе надо сделать прививку. Тебе надо сознательно принять в себя болезнь и перебороть ее ради того, чтобы избежать гораздо более сильных последствий. Мы не знаем масштабы допустимости, когда нас живут миллиарды на Земле, и когда угрозы, которые приходят, говорят о том, что могут погибнуть из этих миллиардов там половина, могут погибнуть там сотни миллионов людей, миллиард. Мы невольно начинаем задавать себе вопрос, а какова цена жертвы, которую мы готовы принести для того, чтобы спасти остальных? И тут уже даже цифры миллионы не начинает казаться какой-то чудовищной. А может быть, оно того и стоит. Я не хочу оправдывать эти прививки, но я, кажется, начинаю их понимать. Короче, кроме того, что этим прогрессорам, мне нравится их так называть, потому что так их называли Стругацкие, и, по-моему, это очень удачное название. Вспомните, опять же, «Основание» Азимова, где он описывает, что вся вот эта психоистория предсказывает, что будет потоп, то есть будет полный хаос, деградация, и потеряны будут знания, и кто-то должен эти знания сохранить, и потом эти знания постепенно людям отдавать. И вот этот постепенный возврат знаний позволит ускорить возвращение смысла. И вот это ускорение, если ничего не делать, там 30 тысяч лет пройдет, а если ускорять, то можно за 1000 лет пройти этот цикл, ну максимум за 2. Вот это и есть задача прогрессоров. Хранить знания и постепенно их подсовывать. Откуда берутся знания? Помните «Люди в черном»? Да, это тоже наша вещь. Все высокие технологии, говорит, не мы придумываем. Это, говорит, нам оттуда, вымениваем им из космоса. И легализуем как можем. Многие знания, которые сейчас легализуются, это знания, которые уже хранились 1000 лет. И настал момент к тому, чтобы все-таки английские послы пришли. Вот так вот выглядит эта история. И Шекспир в этом проекте – это только одна из частей, но одна из колоссальных, значимых, оставивших невероятный след частей этого проекта. Я берусь утверждать, что Шекспир – это был собирательный образ, собирательный проект, когда организации прогрессоров, опять же, если мы возьмем западную культуру, российский, мальтийский орден. Англия, Америка, тамплиеры. Когда нам говорят о том, что тамплиеры были уничтожены в свое время, мы помним Пятница 13, мы помним всю эту историю, это тоже аллегорическая история. Это тоже история, которая была, да, совершена, но для того, чтобы рассказать историю более глубокую. Потому что существование двух вот этих орденов, надо на этом остановиться. Почему вообще два ордена существуют? Есть два подхода. Два принципиально разных подхода. Либо идти со стороны смысла, либо идти со стороны закона. Либо пытаться удержаться, когда мы дошли до Ханаана, до середины, либо все время стремиться туда, идти в этот Ханаан и утверждать, что никогда до него дойти невозможно. Один декларирует больший порядок и некую власть, они называются светлые. Это Мальтийский орден. Это госпитальеры, когда ты пришел и лечись там на месте. И тамплиеры, для которых есть только путь, которые всегда должны охранять тех, кто идет. И дойти нет. Ты не можешь никогда дойти и там остаться, осесть. Ты должен все время только идти. Поэтому они сторонники демократии, вечных споров. Для них постоянно должно быть обсуждение, демократия. И вот там где-то вот бурлящая демократия, в которой родится истина. Два подхода. Но эти два подхода сходятся к одному и тому же. Короче, есть две принципиальные партии, каждая из которых стоит на своих позициях, но обе эти партии реализуют общие проекты, связанные с прогрессорской деятельностью человечества. Для России свой особый путь – это Мальтийский орден, это госпитальеры. Для Запада, как мы его называем, это тамплиеры. А то, что они были уничтожены, нет, они просто перешли в другое качество. Потому что эти же два ордена всегда символизируют две половины свитка. Когда от одной переходит на другую, потом возвращается обратно, когда одна уничтожает друг друга, брат убивает брата, вся вот эта история повторяется там. Рассказывать о
прогрессорах можно бесконечно долго, но проще, конечно, отправить к великим произведениям Стругацких, где каждая из них взгляд на эту историю только с одной из сторон, и там вы найдете описание того, как работают прогрессоры, каковы их цели, что происходит вообще в этой системе, как она устроена. Там вы найдете, как ищут гениев, там вы найдете описание, как эти гении сами к этому относятся, там вы найдете каждое произведение, один из взглядов на всю эту историю. И если бы только Стругацкий. Так что это дело живет и побеждает, и я надеюсь, что хватит у меня сил, я вам расскажу про Пушкина Александра Сергеевича, наше все, который еще один проект из этой истории. Пожалуй, на этом надо остановить дозволенные речи, потому что вспомним цитату еще из одного нашего проекта, потому как нельзя объять необъятного. Помните, Горацио сказал Гамлету: «Я так и знал, что нам не обойтись без обращения к ремаркам». И первое, наверное, про удивительную загадку, которая мучит всех исследователей Гамлета, это о соколе и пиле. Есть в тексте пьесы момент, когда Гамлет разговаривает, первый его разговор с его друзьями детства, Розенкранц и Гильденстерн, и произносит им такую фразу о том, что «но сумасшедший я при северо-северо-западном ветре. Когда же ветер дует с юга, я отличаю сокола от цапли». Это, скажем так, стандартный русский перевод, который вы встретите в большинстве классических вариантов перевода. И эта фраза, кстати, она вошла и в фильм «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», на который я уже ссылался. И она тоже там цитируется. Но там она цитируется так, как она должна действительно звучать в оригинале. А фокус в том, что в оригинале она произносится как «я». Я попробую сейчас наиболее близко к английскому тексту. «Я сумасшедший, северо-северо-запад. Ветер с юга, я отличаю сокола от пилы». «Отличаю сокола от пилы» звучит настолько шокирующе, что в русском переводе решили это смягчить. «Я отличаю сокола от цапли». Ну, хотя бы однородные какие-то предметы, объекты, сокол, хищник, цапля, жертва, я отличаю одно от другого. Я отличаю сокола от пилы. Сумасшествие. Причем попытки как-то посмотреть на староанглийский язык и сказать, что, может быть, были какие-то другие значения, здесь не проходят. Пила soul, а ручная пила hand saw. У Шекспира использована hand saw. И ни влево, ни вправо не вильнешь. То есть вот хавк, сокол, сокол от пилы. И хотел бы перевести по-другому, а никак. Но надо учитывать, что Гамлет только мнимый сумасшедший. То есть, конечно, если толковать пьесу Шекспира, а вот загадка, действительно ли он сошел с ума, или он только притворяется, то тогда, да, всякий бред он нести может. Но Гамлет не сумасшедший, он только притворяется, и это явно следует из текста, а в разговоре со своими друзьями он и эту фразу-то произносит для того, чтобы пояснить о природе своего сумасшествия, что, собственно, никакого сумасшествия как такового и нет. И уж, наверное, не меняется его состояние в пределах одной фразы, которая начинается совершенно здраво. Но тогда что должен означать сокол и что должна означать пила? И самое-то главное, а откуда берется вот это северо-северо-запад? И откуда берется юг? Причем в английском не source, а
southerly, южнее. То есть дословно, наверное, это правильно даже перевести, как когда ветер южнее, я отличаю сокола от пилы. И тогда вообще все запутывается. Ведь мы понимаем, что если Шекспир эту фразу написал не просто так, чтобы показать сумасшествие, то должны иметь значение и севера-севера-запад, и понятие южнее. А тут уже найти объяснение становится совсем трудно. И масло в огонь подливает то, что великий Альфред Хичкок снимает фильм, один из самых известных своих фильмов, который потом становится фильмом, предвосхитившим всю серию о Джеймсе Бонде, который называется «На север через северо-запад». И в этом фильме есть, скажем так, главная фишка этого фильма, когда рекламный агент, его принимают за сотрудника спецслужб, и дальше вокруг него начинаются шпионские игры, а все, с кем он встречается, играют роль. Они выдают себя не за тех, кем на самом деле являются. Ну, это вот принцип шпионской игры. Вы понимаете, насколько это близко к тому, что мы видим в «Гамлете», когда все персонажи на самом деле скрывают за собой настоящие свои аллегории. И тогда вот эта хичкоковская вещь начинает удивительным образом походить на Гамлета неким духом. А почему она называется «На север через северо-запад»? Потому что летит на север главный герой компании северо-западной авиалинии. Вот оно как бы и реализуется. Но при этом всем, кто задается вопросом о названии, можете посмотреть, погуглить в интернете, всем понятно, что само название, оно как раз навеяно фразой Шекспира «Северо-северо-западный ветер». И тогда вот эта дополнительная связь о том, что, видимо, Хичкок тоже свой фильм делал не случайно и закладывал туда в название именно эту формулу, это должно означать, что в этой формуле есть что-то глубже, чем просто некое сочетание, к которому потом можно обратиться, ну, просто так, потому как понравилось, как звучит. Что это может означать? Смотрите, свиток и ключевой элемент свитка, ключ от всех дверей, ключ, который висит прямо на воротах, это херувим. Это вот этот вот рисунок. Рисунок, на котором 4 лица. И мы знаем точное расположение этих лиц. Дело в том, что в книге пророка Иезекииля описан детально этот свиток. Ну, описан, естественно, аллегорически, описан так, что свиток имеется в виду херувимы. «И видел я херувима», говорит Иезекииль, то есть сначала видение, а потом выясняется, еще раз повторяется все это, 2 раза повторяется один и тот же фрагмент, и говорится о том, что и был это, оказывается, херувим. И про него там рассказываются всякие чудеса. О том, что видел я 4 животных, и были они подобие лиц человека, и у каждого из этих животных было 4 лица. И, это описывается свиток, описывается в самых лучших традициях библейских так, что сразу ты не поймешь о чем, но когда все встает на место, ой, там прекрасные 4 лица, вот они эти 4 лица. И описано, что слева было лицо орла и лицо тельца, а справа лицо льва и лицо человека. То есть мы знаем полностью расположение вот этих лиц. Ну, а я напомню, что сами лица – это вот та самая Меган Давид, это звезда Давида, плюс вот эти кружочки, которые располагаются по кругу, как там сказано про херувима, и был у него там по кругу располагались глаза. И когда шел херувим, шли и лица его. Ну да, когда крутился свиток, крутились и лица. И каждое из лиц, написано, шло в свою сторону. Они все шли в 4 разные стороны. Кстати, в русском языке вот это «иди на все 4 стороны» – это именно оттуда калька. Вот это вот «идти на все 4 стороны», когда вращается диск, каждый из фрагментов диска идет
в свою сторону. 4 разные стороны. Вот так они двигаются. А еще там было сказано, что когда шел Херувим, когда поднимался Херувим, поднимались и лица. Чтобы свиток перелистать, надо его сначала поднять. Поднимаются херувимы. Вот эти 2 половины свитка. Поднимается херувим, и поднимаются и лица. И когда шел херувим, и шли лица вместе с ним. И когда останавливался херувим, опускался он, да, и опускались и лица его. Ну и опускался свиток. И раздавался тогда сверху шум, там, раздавался сверху голос читающего. Там все прекрасно, там каждый, 20 с лишним стихов, и каждый из них описывает этот. И когда шел херувим, раздавался шум, как шум многих вод. Ну, шуршал свиток, конечно, когда его перематывали, а что же ему не шуршать? Там все, там прекрасное описание лица сверху, а над херувимом было, как будто бы в облаке. И там описание рта. Да. В пламени, еще и язык пламени, и обрамлен он 2 радугами, там... Замечательно. Ну, собственно, действительно, Ветхий Завет – это такая по-хорошему юмористически правильно сделанная книга, которая прикалывается над всей вот этой кухней, над всеми этими аллегориями, прикалывается сама над собой. И за той серьезностью, как это изложено, на самом деле это просто невероятно смешная история. Когда ты понимаешь, как дурят миллиард людей, дурят просто на ровном месте, детскими, по сути, загадками, 100 одежек, все без застежек. И вот посмотрите теперь на то, как выглядит свиток. Если мы посмотрим на него с торца, со стороны вот этих рисунков, то мы увидим, вот посмотрите, 2 диска, соединенные пергаментом. Посмотрите на один диск. Для этого диска направление северо-северо-запад – это направление на лицо читателя. Именно там читатель, который что делает? Дует ветер. Когда человек читает текст, у него невольно возникает ветер изо рта, его дыхание. Это обыгрывается и в шумерских мифах, где Энлиль – это бог ветер. И это обыгрывается и в Библии, когда и вселил в нее Дух Божий. Дух Божий – это и есть наше дыхание, которое переносит слова, которые несут смысл. Это вот и есть Дух Божий. Да? И поэтому вот это дыхание – это обязательная часть всего этого рассказа. И этот ветер и идет на этого херувима по направлению севера-северо-запад. Причем не северо-запад, это было бы слишком низко, а именно северо-северо-запад, образуя не равносторонний треугольник, а образуя вот именно ту конструкцию, как обычно читают свиток, показывая на него палочкой. Так вот, когда ветер идет с этого направления, в этот момент Гамлет безумен. Если ты просто читаешь этот текст, он воспринимается абсолютно безумным. Но если ты направишь свой взгляд несколько южнее, не опустишься совсем на юг, а южнее, это значит, что если ты обратишь свое внимание на сам диск, то ты увидишь вот этого херувима, ты увидишь этот рисунок, который позволит тебе правильно понять идею того, как построен этот текст, что за одним и тем же предложением разные прочтения в зависимости от того, в каком контексте ты на них посмотришь. 4 лица. Но какое лицо находится в этом направлении? А находится лицо орла. А еще мы видим вот эту зубастую акулу. И она же, эта зубастая акула, вот эти концы звезды, это пила. И поэтому, если мы понимаем природу этого херувима, мы отличаем сокола от пилы. Мы отличаем рисунок, который образует нам клюв сокола, клюв орла, и глаза, и пилу, которая идет общим узором. Вот она, разгадка сокола и пилы. По-моему, достаточно изящно. Но надо сказать, что весь шекспировский текст построен из таких мелочей. И, конечно, когда я рассказывал
укрупненными мазками. Я, по сути, выбрасывал практически все интересное из того и все доказательное. Но если бы я это стал делать, то мой рассказ, который и так бесконечно огромный получился, он вообще не уложился бы ни в какие разумные рамки. Потому что только если сама пьеса «Шекспир» идет 3 часа, а я должен, объясняя каждую фразу, потратить времени в несколько раз больше, чем эта фраза. Причем, обратите внимание, сейчас я потратил практически, наверное, полчаса на то, чтобы объяснить только одну строчку. Вы представляете, сколько займет полное объяснение пьесы? Приблизительно так, я могу вам рассказать, происходило, когда я покажу, напомню о существовании, это книга «Происхождение смысла», где я детально разбираю библейский текст. И вот эта книга позволила мне разобрать-то всего только первые 3 главы. Это, по сути, там первые 2 страницы библейского текста, свитка Торы, Пятикнижия, то есть книги Генезис, по-русски книга Бытия. Вот разбор этих небольших глав, они, по сути-то, небольшие, занимает целую книгу. Поэтому подробный разбор Гамлета, я думаю, займет вот с десяток таких томов. Текст, безусловно, гениальный, но подходить к нему надо с пониманием, что он не берется кавалерийским наскоком. И поэтому я и записал вот сейчас этим послесловием объяснение одной строки, для того, чтобы, наверное, оправдать себя, почему я не стал разбирать каждую строчку. Спасибо за внимание. Продолжение следует. Еще одно послесловие Гамлету. Я старался обходить этот вопрос стороной, когда рассказывал разгадки Гамлета, но упомянуть о нем, конечно же, должен. Дело в том, что всегда, чуть ли не главный вопрос, когда разбираешь такие тексты, это а сколько в нем уровней аллегорического прочтения. И если с библейским текстом все очень четко и понятно, там 3 уровня, то есть внешний и 3 уровня скрытого аллегорического прочтения, можно еще дополнительно найти уровни, они там действительно есть, но чем глубже ты погружаешься, это я буду использовать сейчас терминологию Лукьяненко по поводу сумрака, да, из «Ночных дозоров», чем глубже ты погружаешься, тем более размыты контуры, тем более неясны очертания, и тем больше сомнений в том, что ты там действительно видишь. Так вот, почему считается, что текст Ветхого Завета гениален настолько, что мало что с ним сравнится? Дело в том, что там 3 аллегорических уровня выписаны так, что ни один из них при погружении не теряет своей четкости. Чтобы это сделать, это надо было фантастически потрудиться. То же самое смогли сделать шумеры. Но какой ценой это достигается? Для этого, чтобы реализовать, надо было взять консонантный текст. Шумеры для этого использовали иероглифическое письмо, которое обладало вариативностью прочтения. Ты мог одну и ту же фразу прочитать по-разному, в зависимости от фонетически читаешь ты ее или идеографически. Вот эта возможность прочитать либо так, давала возможность играться в очень широком диапазоне, играться с прочтением. И когда есть консонантный текст, он тоже позволял, соответственно, играться с самим текстом. Чем дальше, чем более понятный у тебя текст, когда мы переходим к русскому, английскому, мы уже, да, и хотели бы заложить несколько уровней, но мы понимаем, что каждый следующий не будет столь четок, как уровень первый, который изначальный, вот это вот первое погружение, где все просто звенит как струна и идеально разложено. За счет того, что четкость может теряться, ты начинаешь сомневаться, действительно ли это мои фантазии, или все-таки там есть второе дно, третье дно, четвертое дно. Я просто упомяну сейчас об этом, и в качестве вот этих сомнений напомню, что есть... Помните, я начинал с чего? Гамлета. Я говорил о том, что удивительным образом основные египетские мифы, основной египетский миф – это о смерти Осириса,
У него жена Исида, сын Гор и брат Сет. И брат убивает брата. А причем убивает, интересно, да, там есть разные версии. А вот он пригласил его на пир, и там был саркофаг, который надо было примерить, и кому он точно подойдет, тот и получал этот саркофаг. И заманив таким образом саркофаг Осириса, он его там закрыл, а потом он его еще там разрезал на куски, а потом эти куски он бросил в Нил, а потом их надо было собирать, а еще там дерево, а еще там, ну, короче, там много-много всего. И в итоге Гор, который воскрешает Осириса, но для того, чтобы воскресить, он должен вынуть был свой глаз. И вот эта вся история, она вообще-то история того, как слово, устное слово, за которым стоит смысл, когда попадает на письмо и ложится в прокрустово ложе каких-то знаков, теряет свой смысл, разбивается на части, разбивается на вот эти знаки иероглифического письма. И когда ты должен, чтобы слово понять, собрать это слово вместе из этих знаков, найдя, где границы этого слова. Когда тебе смысл воскреснет, но чтобы он воскрес, надо, чтобы увидеть, узнать, понять контекст, в котором ты это слово воспринимаешь. А контекст – это точка зрения, где нужен только один глаз, где ты должен посмотреть с одной определенной стороны, но сначала ты должен посмотреть со всех возможных сторон и выбрать именно ту точку зрения, в которой начинает этот текст играть в общем значении. Но и эта аллегория письменности, она не одна. Потому что за аллегорией письменности стоит аллегория мышления. Потому что и наше мышление, когда мы произносим слово, и когда это слово потом воспринимаем, и когда мы пытаемся понять его смысл, проходит приблизительно те же этапы. И у меня есть очень подробная расшифровка на сайте, огромный текст, где я расшифровываю шумерский миф о том, как Инанна спускается в подземный мир. А Инанна – это и есть устное слово, и вот она начинается, она покидает такой-то город, она покидает такой-то город, она уходит от того-то, уходит от того-то, и вот длинная-длинная череда всех этих путешествий Инанны, которая потом, а вот потом она дальше решила спуститься в подземный мир. Когда шумерский текст, а мы научились читать шумерские тексты в оригинале, в клинописных знаках, и когда ты начинаешь читать этот текст не фонетически, как он написан, а пока по знакам, то там выстраивается текст о том, что, покинув легкие, поднявшись подальше гортани, пройдя голосовые связки, в голосовых связках, оттуда дойдя в рот, пройдя мимо зубов, Инанна, распрощавшись с ними, там вышла, как написано, если дословно читать, в окружающее пространство. Да, вот так вот родилось устное слово. И потом это устное слово спускается в подземный мир, это как оно ложится на глиняную табличку, и там описаны подробно правила письма, и как она потом с этой глиняной таблички обратно воскресает, как она оттуда. Это потрясающий текст, когда ты знаешь. А нам пришлось полностью выучить правила, как пишется клинописное письмо, шумерские тексты. Мы действительно написали программу, которая нам позволяет их читать. Да и сами поняли, от неизбежности. Так вот, весь шумерский язык описан имеется в виду письменный язык, описан вот в этом мифе об Инанне. И шумерологи, которые до сих пор спорят, как правильно читается текст, какие правила этого, ребята, есть подробнейшая инструкция, где все это записано. Читайте, это же замечательно. И потом вспомните, когда Орфей спускается в подземный мир за Евридикой. Ой-ой-ой-ой, а почему именно Орфей спускается туда? Орфей же это тот, кто научился играть на арфе так, что просто все заслушивались и говорили о том, что никто не может играть гениальнее Орфей. На арфе, обратите внимание, струнный инструмент, голосовые связки. Орфей – это и есть устное слово, которое всегда мечтает о смысле, но только смысл. Мысль изреченная есть ложь, но только смысл покидает нас, покидает слово, как только оно произнесено. У слова прозвучавшего смысла нет, он остался там, у нас в голове. И слушатель начинает заново искать этот смысл. И когда это слово ложится на бумагу, когда оно ложится на запись, это слово все равно не имеет еще смысла.
Для того, чтобы его понять, надо пройти определенные метаморфозы, надо спуститься в глубины либо самого текста, либо в глубины памяти. А он и спускается в Аид. Для того, чтобы там, в глубинах памяти, найти там точку зрения, которая совпадет. Вот весь миф о том, как Орфей спускается за Эвридикой, это миф о том, как мы понимаем значение прозвучавшего слова. И он возвращается обратно и не должен оборачиваться на Эвридику, потому что слово не должно видеть смысл, который за ним стоит. Слово многозначное. Стоит ему только повернуться, и Эвридика всегда остается там. Она не может выйти из подземного мира, она не может выйти из глубин нашей памяти, потому что слово само оторвано от них смысла, который за ним стоит. Смысл только в голове человека. Ну, вот это вот миф об Эвридике. И если вы теперь вот сообразили, да, как загибать пальчики в этой системе, то вам, наверное, уже и парфюмер Зюскинда покажется крайне знакомым произведением, когда рождается ребенок уродливый, рождается на рыбном рынке, у которого мать отказывается и хочет его убить, а у него нет собственного запаха. Но он может воспринимать чужие запахи. Он идеально эти чужие запахи. Ай-яй-яй, как эта история удивительно похожа. И он делает удивительный аромат, который собирает, убивая самых красивых девушек, и собирает вот этот уникальный аромат. А еще он умеет предсказывать будущее, а еще он... Ой-ой-ой, какая замечательная выстраивается история, да? А потом его разрывают на части, и его разрывают на части, заканчивается судьба парфюмера, разрывают на части, да, нищие, потому что каждый хочет обладать им целиком. Я напомню, что именно так погибает Орфей. Помощницы Диониса влюбляются в Орфея, и поскольку он не отвечает взаимности кому-то одной из них, рвут его на части. Это я пытаюсь показать, насколько вообще в этом мире взаимосвязаны между собой произведения, которые мы считаем вроде как из разных культур, вроде как вообще о разном повествующие, но они все сходятся к одному. И Гамлет, где Гамлет убивает Фортинбраса, а все заканчивается появлением опять Фортинбраса, и где идет вот эта структура изменения персонажей, и где для того, чтобы узнать правду, нужен театр, который знает все пьесы, и надо показать эту пьесу, и тогда мы поймем, что на самом деле происходит, и тогда я могу подвести это под ту же историю эволюции слова. Задумывал ли это Шекспир, оставлю вам на посмотреть внимательно, на погадать. Но сказать об этом я был должен. Так что спасибо за внимание, но продолжение следует. Ну и заключительное. Заключительное о Шекспире послесловие. Я упомянул о том, что Шекспир – это проект. Но масштабность того рассказа, который стоило бы сделать о Шекспире, она, конечно, не укладывается в рамки, ну уж если я сколько-то, больше 10 частей записал, чтобы объяснить одну пьесу Шекспира, то вы представляете, сколько должен занять полноценный рассказ о Шекспире вообще. Нельзя объять необъятного, но хочется вдогонку все-таки сказать, значит, как я вижу историю Шекспира. Это проект, один из многих проектов, которые были до него, литературных проектов, архитектурных проектов, которые делались вот теми самыми прогрессорами, которые понимали, что стоит за библейскими текстами, и которые готовили приход этих текстов. Причем готовили приход этих текстов. Что такое готовили приход текстов? Да, когда должен прийти Мессия, то есть вернуться понимание, прийти в Фортенбрас, к этому моменту должна быть создана колоссальная почва. Люди должны быть готовы, они должны быть пропитаны просто некими знаниями, которые спят в них, но которые готовы выстрелить в любой момент. Я напомню, «Танцы на стегу» Лукьяненко, когда существует эта цивилизация Иней, которая делает фильмы для всей галактики,
в которых заложен тайный там 25-й кадр, который подсознательно откладываются у людей, и когда потом возникает определенный сигнал цивилизации, планеты начинают сами присоединяться к этой цивилизации, и никто не может понять, что же с ними такое происходит, как вот этот мягкий захват без оружия. Это тот самый Гог, который проник в беззащитные земли, и потом, когда приходит Мессия, встает воевать для того, чтобы доказать истинность Богу. При этом сам жертвуя собой, потому что, как только аллегорическое произведение понято, оно уже перестает быть аллегорическим произведением. Вот это мягкий захват. Я немножко дальше даже проведу, откуда еще вы можете это знать и почувствовать. У Лукьяненко, у Стругацких есть великий пикник на обочине, когда зоны, и на этих зонах, в фильме есть зона, и институт вокруг нее, и сталкеры, которые туда ходят. В оригинальном произведении «Пикник на обочине» есть 6 таких зон. И вокруг каждой из зон, которые оставили инопланетяне, которые прилетали на Землю, потусовались и улетели. И оставили кучу всяких артефактов, которые непонятного назначения, но которые можно использовать для того, чтобы из этих артефактов делать всякие чудеса. И вот эти 6 зон, вокруг которых возникают институты, которые берут на себя монопольное право изучения этих зон, конечно, это о 6 основных мировых религиях, которые существуют в разных частях планеты. Вокруг каждой из них существует церковь, которая берет на себя монопольное право изучения. А внутри есть комната с золотым шаром. И эта комната с золотым шаром исполняет желание. Но только не то желание, которое ты загадал, а сокровенное, то, которое у тебя сидит внутри. И люди, которые идут изучать вот эти библейские вещи, ждут от них разгадки каких-то мистических тайн, чудес. А на самом деле они столкнутся, когда дойдут до совершенно другой разгадки. Они дойдут до понимания природы мышления. То, чего они не ждали, но то, что на самом-то деле и есть заветная цель. И вот именно в книге описывается вот эта идея, которая приходит в голову, что в чем смысл этих зон? Мы всегда ждем, что прилетят инопланетяне и попытаются захватить нашу планету. И вот они прилетели, и вот и улетели, оставив какие-то непонятные вещи. Где захват? А может быть, звучит там мысль, а может быть это на самом деле, да, захват, но только мягкий и долгоиграющий. Ведь может быть, вы посмотрите на сталкеров, у них рождаются дети-уроды. Долгое пребывание на зоне отпечатывается на тебе, и из поколения в поколение накапливаются эти мутации, и появляются дети-уроды, как у Тарковского в фильме, да, которые могут дальше, обладают телепатическими способностями, телекинезом, двигается стакан. Так может быть, говорится в книге, это мягкий захват. Может быть, от общения с этими зонами мы меняемся, меняются наши дети, и в какой-то момент они превратятся в тех самых инопланетян. И они захватят Землю, не прилагая к этому никаких военных усилий. Это все та же самая мысль о том, что вот эти библейские тексты, и вокруг них огромный пласт аллегорической литературы. Это армия Гога, которая захватывает наши дома мягко, меняя нас, проникая в мозг, меняя наше сознание, создавая всю нашу культуру, все наше мировоззрение. Мы даже не понимаем, что мы каждый – это ходящая спящая бомба. Мы – то оружие, которое должно взорваться, когда наступит момент. Но атомная бомба нужна критическая масса. Вот это я все так подвожу. Зачем вообще понадобился вот этот проект «Шекспир»? Зачем после него были многочисленные проекты Пушкин, а теперь вы понимаете, что и Стругацкий, и невероятное число. Я потому что могу вам уверять и про Булгакова, и про Ильфа и Петрова, и Марка Захарова, Ильдара Рязанова, и вот все наше любимое на самом деле это. Я уже не говорю о том, что вся музыкальная культура, практически вся музыкальная культура построена на этом. Мы-то думаем, что есть рок-группы, которые в разные стороны. Вы сейчас скажете теория заговора, да, и сумасшествия. Я не буду настаивать. И, конечно, я обижу многих, когда скажу, что я абсолютно уверен, что Высоцкий – это проект.
Потому что все вещи Высоцкого, даже блатные его и какие-то странные, когда ты понимаешь систему аллегорий, выстраиваются в единую картину. И вся жизнь Высоцкого выстраивается в единую картину. И в этой картине оказывается, что сам Высоцкий – это аллегория Христа, это аллегория свитка, это аллегория Тары. И не случайно Христос, Высоцкий, играет Гамлета. Это главная его роль, это главная роль его жизни, вокруг которой все построено. Его великое стихотворение, которое никогда не поет, он его читал, «Мой Гамлет, от которого мурашки по коже». И сам Шекспир, возвращаясь, с чего начинали, это тоже проект. И вся его жизнь – это проект свитка. Это проект, который своей жизнью описывает этот свиток. И поэтому, помните завещание, вот этих колец, он завещает кольца. Вся религия построена христианская на нимбах святых, на кольцах. А что такое нимб святых, который вдруг появляется в христианстве? А потому что у свитка есть вот эти диски. И эти диски, и это и есть те самые нимбы над головой. И поэтому, когда ты видишь апостолов, и у них нимбы над головой, это значит, смотрите, это часть свитка. И когда есть какие-то святые, которые показали чудеса и свою жизнь как-то хитро прожили, это всегда аллегория этого свитка и взгляда на свиток с одной из его сторон. Нимб над головой, канонизация причисления к святым, значит оттуда. И Шекспир – это еще одна демонстрация этого свитка. И поэтому у Шекспира в завещании хитрой и про кольца сказано, и вот это смущающая всех фраза по поводу «а вторую мою лучшую кровать со всеми ее принадлежностями я завещаю своей жене». Вторая лучшая кровать Шекспира – это свиток Тары, где этот текст спит на деревянных валиках и деревянных дисках. Это и есть предметы этой кровати. А первая лучшая кровать Шекспира – это его тексты. Это те пьесы, которые и стихи, и сонеты, которые составляют как раз и его существование. Вот это его первая лучшая кровать. И когда удивляются, как это в завещании Шекспира нету ни строчки про его тексты. Вообще-то все завещание Шекспира только о его текстах. А уж вторая моя лучшая кровать, без упоминания первой. Это для тех, кто понимает, о чем разговор, и кто сам может сообразить, что такое первая лучшая кровать. Кстати, хотите настоящую головоломку, хотите испытание, возьмитесь за расшифровку завещания Шекспира. Я вас уверяю, вас это заинтересует и понравится. И вот, чтобы мысль о Шекспире довести до логического конца, то, что проект, ладно, наверное, там можно рассмотреть детали его биографии, да, уверен, и найти кучу подтверждений, но важно отметить другое, что в основе вот всей этой истории есть удивительное наблюдение. Люди приходят в дикий восторг от того, что они не понимают. Ведь как построены греческий миф, библейский текст, как построены сейчас те великие произведения, Сервантес, то, что писал, Дюма, когда мы читаем там графа Монте-Кристо. Начните сейчас перечитывать графа Монте-Кристо, и все аллегории просто лягут у вас. Этот замок, этот монах, который заключен в этом замке и передает ему ценные, невероятные сокровища, которые делают его сильными. Он, который, как там написано, любил плавать в море и мог часами качаться на волнах. Он превосходный пловец. И вот вся эта история, потом и месть его, и восточная принцесса. Все это абсолютнейшая аллегория истории свитка. Так вот, когда мы не понимаем, что на самом деле за произведением стоит, но когда мы чувствуем, что то, что находится на втором плане, вот эта вот аллегория, она внутренне логична и не противоречива, мозг гораздо умнее нас. Он фиксирует вот эту непротиворечивость происходящего. И нам даже не надо понимать эту аллегорию. Мы все равно получаем удовольствие
от того, что видим. И загадочность происходящего добавляет нам ощущений. Если вы попытаетесь воспроизвести механически, а давайте в этом жанре что-то напишем, а давайте тоже, они будут странно говорить, а давайте они будут странно поступать, это будет маразм. Очень четко различаются произведения, где есть вот этот бэкграунд, пусть нам и непонятный, но внутренний непротиворечивый мир, в котором есть свои законы, и просто формальное описание каких-то приключений, где этих законов второго уровня нет, где, например, все понятно. Как только все понятно, неинтересно вообще. Как только непонятно, но внутри подложено, ничего не подложено, мучительно неинтересно. Какой-то прет маразм, мы не понимаем, что происходит. И есть вот тонкая грань, когда угадан вот этот вот внутренний слой, огромный, непротиворечивый, когда он удачно перенесен на какую-то фактуру, в которой вдруг рождаются естественным образом какие-то приключения, какие-то аллегории, какие-то детальки, их огромное количество, их не надо даже придумать, их просто смотришь и пишешь. Во-первых, так гораздо проще писать. А во-вторых, это и рождает и «Игру престолов», это и рождает и Толкина, и «Властелином колец». «Властелин колец», ну что вы, о чем разговор, вот он, вот они эти кольца. И это и есть секрет гениальности. Давайте разделять для себя. Есть талант. Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. И талант может писать замечательные вещи. Они приведут вас в восторг, но есть гений. Это тот, чьи произведения останутся в веках. И вот тайна гениальности, когда Фауст и Мефистофель, когда надо продать душу, но продав душу, ты приобретаешь гениальность. Вот эта аллегория «продать душу» – это и есть, когда тебя находят, когда тебя начинают посвящать, когда ты проходишь определенный цикл, становишься хранителем вот этого знания и начинаешь свои произведения писать, исходя из этого. И да, это определенные правила игры, это определенные ограничения, иногда и даже страшные, но тем не менее в этот момент ты становишься гением, потому что люди невероятно любят то, чего не понимают. Но то, зачем есть некая логика. И напрямую, если вы зададите вопрос, вам никто не ответит. Мы дружны с Сергеем Лукьяненко, и у нас были совместные литературные проекты. И когда я его спросил в лоб, я говорю: Сережа, я тут понял твои произведения, понял это. И я понимаю, что, наверное, если тебе что-то рассказали, с тебя взяли слово, там, это не можешь напрямую сказать, я даже не знаю, как лучше сформулировать, чтобы тебя не поставить в неудобное положение. Говорит: Леш, ну, ты же сам все сказал. Если бы мне кто-то что-то рассказал, я бы тебе ничего не ответил. Я не стал дальше домогаться. Я догадываюсь, что есть какой-то ключ, пароль, как есть литературные некие штампы в культуре, которые настолько сильны, что невольно ты начинаешь подозревать, что они не случайны. Нас очень долго насиловали вот такой в детстве загадкой про город лжецов и город тех, кто говорит правду. И путник, который стоит на дороге и видит человека и не знает, из какого города. И он хочет понять, по какой дороге ему идти, чтобы прийти в город тех, кто говорит правду. Лжецы всегда врут, те, кто говорят правду, всегда говорят правду. И какой вопрос ты не задай, ну вот ты не понимаешь, с кем ты имеешь дело. Ответ у этой загадки простой. Надо задать вопрос, в котором будет двойное отрицание. Тогда кто говорит правду, ответит тебе правду, а кто врет, 2 раза соврет и все равно скажет правду. Это звучит приблизительно так. Можете ли вы ответить утвердительно, что эта дорога ведет в город лжецов? Я подозреваю, что наверняка где-то приблизительно такой механизм. Есть разговоры с теми, кто в теме, для того, чтобы они там ответили. Может быть, такая загадка, то есть двойное отрицание. Может быть, я не пробовал. Опять же, я боюсь людей, которых я там знаю, которых люблю, и поставить в какое-то неудобное положение, хотя в какой-то момент, наверное, и надо. Но вот природа гениальности. И я сам занимаюсь литературной деятельностью, то есть вот у меня мой друг Андрей Кивинов, и мы уже там более 10 лет пишем сценарии в соавторстве. Я где-то указан как автор, где-то нет, ну просто по соображениям, там, оформления документов и так далее. Но это уже больше десятка сериалов там мы написали вместе. И рука набита, я понимаю, что такое литературная деятельность, я понимаю, что такое работа со словом, я понимаю, что такое главное придумывание сюжета и придумывание деталек. И только сейчас я начал понимать,
что такое, насколько облегчается все, когда у тебя появляется вот этот секрет гениальности. Мне тяжелее, я не отношу себя вот к этим литературным талантам, у меня другие способности, я все-таки математик. Но даже мне, при отсутствии при отсутствии литературного таланта, становится невероятно легко создавать вещи, которые приблизительны вот из той тематики. Я сделал пример, я сел и попробовал написать стихотворение. Ну, а так принято на самом деле, что кто с Гамлетом имеет дело, надо что-то свое про Гамлета написать. Которое, оно очень легко писалось, ну да, я там потом что-то почиркал, ну вот за час я написал некое стихотворение, в котором заложил вот эти аллегории Гамлета, которые на поверхности лежат. Если вы прослушали этот цикл, вы понимаете эту систему. А иначе, если не понимаешь, оно просто звучит как-то загадочно. Но в этой загадочности появляется определенный смысл. Я позволю себе прочитать. Гамлет. Текст подчеркан, будет непросто. «Ты выживал, желая быть убитым, в безумии нашел себе приют и слушал звезды, втайне понимая, таким, как ты, советов не дают. Ты с детства был воспитан на обмане и затаил в себе всю ложь земли. Ее давал ты даже самым близким, и тем дарил, кто грезил о любви. Глаза в глаза тебе смотрело время, ты ж голову клонил, упрямя рот, и взгляд цветной, исполненный презрения, мог видеть все всегда наоборот. Ты так шагал, что было не угнаться, но ось земная преграждала путь. Земля тебя к себе приколдовала, тем самым не давая утонуть. Тебе не чуждо было человечье, но ты копнул с размахом глубоко и вырыл себе яму для могилы, как шут, зашедший слишком далеко. Тлен к тлену, к праху прах, на радость черту. С тобой мы теперь всегда вдвоем. Я помогу тебе на этот раз поддохнуть. Мы вместе воскрешения подождем». Ну, не судите строго, но вот, пожалуй, на этом про Гамлета и все. Спасибо за внимание.